Плохие оценки, нет друзей, нет девушки, прямо как у тебя. Он хотел бы оказаться в мире фантазий, чтобы избавиться от скуки быть обычным неудачником. Но однажды кто-то украл его зонт, и он решил подождать, пока закончится дождь, потому что принцессы не должны мокнуть. Вдруг появляется президент школьного совета Сузуун и предупреждает, что школа скоро закроется. Усуда воспринимает это как шанс избавиться от ее взгляда. Но появляется вице-президент Кадзуки, типичный идеальный парень, и заявляет, что отдаст Усуда свой запасной зонт. Они спрашивают, не хочет ли он пойти домой с ними, и он не может поверить, что у него есть шанс пойти с крутыми ребятами. Пока они идут, Усуда пытается быть вежливым и спрашивает, не пара ли они. Они объясняют, что это просто слухи, потому что они проводят много времени вместе в школьном совете. Сузум спрашивает, есть ли у Усата какие-нибудь планы на будущее, но он планирует остаться в подвале у мамы. Сузум говорит, что у нее тоже нет планов, потому что она быстро достигает своих целей. Она говорит, что поэтому чувствует себя одинокой и не думает, что принадлежит этому миру. Вдруг Сузум и Кадзуки останавливаются. Усуда в замешательстве, и Кадзуки спрашивает, слышал ли он звонок, но Усуда не слышит. Они снова слышат звонок, на этот раз еще громче. Он подходит ближе, и вдруг под их ногами появляется магический круг. Кадзуки начинает паниковать, а Усата говорит, что их призывают в другой мир. Сузуму улыбается, спрашивая, не означает ли это, что они попадут в место полное магии, монстров и героев. Через несколько секунд они открывают глаза и видят, что находятся в странной комнате, а на троне сидит какой-то парень. Старик представляется как Ллойд, король Лингера. Он объясняет, что их призвали как героев, и это обычное дело. В королевстве появился повелитель демонов, который воскрес и собирает армию. На королевство нападали последние 2 года, но они едва выжили. Их последней надеждой было призвать героев из другого мира, чтобы они сразились с повелителем демонов. Кадзуки просит вернуть их домой, но король объясняет, что это невозможно. Кадзуки продолжает в своем стиле, говоря, что у них есть семьи и все такое. Но король опускается на колени перед Кадзуки и обещает найти способ отправить их домой после того, как они выполнят задание. Маг объясняет, что заклинание призыва ищет людей, которые могут стать героями. Короче говоря, все, у кого есть потенциал, услышат звон колокола. Сузуму и Кадзуки понимают это условие, но осознают, что Узада попал сюда случайно. Затем они идут в комнату Уэсли, чтобы проверить свои магические способности. Сузуму радостно прикасается к хрустальному шару, и появляется желтое свечение. Уэсли объясняет, что это означает, что она может использовать магию грома. Кадзуки тоже прикасается к хрустальному шару, и он становится белым. Уэсли объясняет, что у него светлый атрибут, который является самым сильным, потому что он противостоит повелителю демонов. Ята тоже решает попробовать, но появляется зеленое свечение. Сузу и Кадзуки думают, что это красивый, успокаивающий цвет, но Уэсли пугается. Она хватает Ята за руку и бежит обратно в тронный зал. Она рассказывает королю о невероятном потенциале Кадзуки и Сузу. Но есть одна проблема Ята. Король смеется, но тут же приходит в ужас, когда узнает, что кристалл позеленел. Король велит Вэй замолчать, и Усада думает, что это из-за его атрибута. Король начинает строить планы, говоря, что Усада нужно как можно скорее увести из замка. Король приказывает стражникам готовиться, а Усада спрашивает, опасен ли он и есть ли у короля кто-то с таким же атрибутом. Король пугается и отвечает, что да, но этот человек – плохая новость. Вдруг в тронный зал входит женщина, напугав всех присутствующих. Это та, о ком говорил король. Она спрашивает, как прошел ритуал призыва и уже ли герои прибыли. Король пытается сохранять спокойствие, но она замечает Усада и спрашивает, кто он такой. Король объясняет, что его призвали по ошибке вместе с героями. Он называет Усада обычным простолюдином, но она замечает, что король вспотел. Она спрашивает, как его зовут, и представляется Роуз капитаном спасательной команды. Вилти вмешивается, говоря, что герои ждут у хрустального шара, и предлагает отвезти Роуз туда. Роуз соглашается и собирается уходить. Король чувствует облегчение, что все прошло хорошо, но Усада хочет знать, что означает его магический атрибут. Он спрашивает, что значит зеленый свет. Услышав это, Роуз останавливается. Все в комнате начинают паниковать. Роуз оборачивается и спрашивает, не он ли сказал зеленый. Усада подтверждает, и она говорит королю, что заберет Усада с собой. Король в ярости, и Уэсли накладывает заклинание, создавая вокруг нас Сузата пузырь и выталкивая его из замка. Но Роза выбегает наружу с невероятной скоростью. Пузырь Уэсли вылетает в окно и пытается унести Узата как можно дальше от королевства. Но Роза догоняет его благодаря своей скорости и силе. Она пробивает пузырь, и Узата думает, что ему конец, но Роза успевает схватить его. Она говорит королю, что сделает из Узата настоящего целителя, и уходит.
Через несколько минут Уэсли объясняет Сузуми и Кадзуки, что Узата забрали. Они беспокоятся, что ему может грозить опасность, но Уэсли объясняет, что это не так, потому что его забрали в спасательный отряд. Она говорит, что Узата обладает магией исцеления. Целители в этом мире редкость, и Роза одна из них. Уэсли продолжает объяснять, что Роза научит Узата всему, что знает, но ее методы обучения нетрадиционны. Когда они добираются до базы, Роза объясняет, что Узата может стать целителем. Он очень растерян, и она говорит, что теперь он будет жить здесь. Затем она зовет остальных членов отряда, но когда Узата смотрит на них, то понимает, что они настоящие бандиты. Роза говорит им позаботиться об Узата, но они смотрят на него как на серийного убийцу. Он пытается отступить, но парни представляются, и это больше похоже на ограбление. Затем Роза объясняет, что все они из отряда, но не целители. На самом деле в ее отряде всего 2 целителя, но они находятся в другом месте. Поэтому она лично будет учить его магии исцеления. Юсата испугался, инстинкты подсказывали ему бежать, но он не мог пошевелиться. Он попытался попросить другого инструктора, но она проигнорировала его, сказав, что занятия начнутся завтра. Бандиты улыбнулись ему и сказали, что его жизнь станет невыносимой, потому что его будет учить Роуз. Короче говоря, он будет жить в аду. На следующий день Юсата встречает Кадзуки и Сузуму, которые рады, что с ним все в порядке. Он извиняется за то, что заставил их волноваться, но вспоминает, что Роуз существует и что она будет его тренировать. Они удивлены, что это будут адские тренировки, и спрашивают, готов ли он. Юсата отвечает, что ему больше нечего делать, потому что он хочет однажды помочь им. Роуз внезапно выходит и спрашивает, ушли ли герои. Юсата боится вернуться в реальность и не отвечает. Роуз объясняет, что он не в тюрьме и может встречаться с друзьями, когда захочет, пока не тренируется. Юсата благодарит ее, и она дает ему дневник, чтобы он записывал туда программу тренировок, впечатления и все, что захочет. Его первый день тренировок был совсем не похож на ад. Первым заданием было сконцентрироваться и расслабиться. Он чувствует что-то на груди, и Роуз объясняет, что это магия, и она научит его, как ее использовать. После этого Роуз велит ему прочитать книгу. С помощью иллюстрации Роуз объясняет, где находятся страны, расы и демоны. Поскольку они близко друг к другу, Лингер – первая цель демонов. Она говорит ему прочитать книгу, чтобы он узнал о странах, расах и демонах. Юсата начинает читать, думая, что это легкие тренировки. Однако следующие пару дней все было по-другому, так как Роза заставляла его бегать до тех пор, пока его тело больше не могло этого делать. И все же каждый раз, когда его ноги отказывали, Роза наносила ему удар исцеляющей магией и приказывала бежать снова. Усада встает и бежит, спасая свою жизнь, но она говорит ему, что даже если он умрет, она вернет его к жизни, просто чтобы заставить его бежать. Усада думает, что она сошла с ума, но он решает рассказать об этом в своем дневнике. На 6-й день Роуз решила, что он медлителен, и оскорбила его. Все закончилось тем, что он прижался к полу и снова решил излить душу в своем дневнике. Однако, пытаясь встать, он заметил, что его рука светится. Он смущен тем, что это похоже на магию исцеления, но не понимает, почему она активируется. 8-й и 9-й дни были практически одинаковыми. Он впадал в изнеможение, получал пощечины или пинки, и это повторялось в течение всего дня. Однако, сам того не замечая, Юсата исцелял себя каждый раз, когда получал травму. Позже он осознает, что использует магию исцеления как вторую природу и снова начинает бегать без приказа. Но на 10-й день все изменилось. Поскольку он теперь знает, как использовать магию, он может бегать не уставая. Однако у него все еще были сомнения, сможет ли он помочь Кадзуки и Сузуми, так как он мог только бегать. Но Роуз добавила 1000 отжиманий в его тренировочную программу. Усада знает, что не может сделать это самостоятельно, поэтому он продолжает использовать магию исцеления, чтобы убедиться, что его тело справится с этим. Затем Роза рассказывает, что заставляет его тренировать свое тело, потому что ему нужно убегать от врага на поле боя и спасать своих павших товарищей. Поэтому чем быстрее он бегает, тем быстрее сможет их спасти. Узаду удивлен этими словами, но она приказывает ему продолжать отжиматься. Он продолжает тренировку, но удивляется, что Роуз не кричит на него. Он думает, что должен радоваться этому, но на самом деле ему страшно. Он быстро привык к этим тренировкам, и Роуз начала добавлять ему вес, пока он бегал. На 21-й день к нему пришли Кадзуки и Сузуми вместе с принцессой и рыцарем. Когда они пришли, то были потрясены, увидев, что Узада отжимается, а Роуз сидит
сидит на огромном камне у него на спине. Она жалуется, что он слишком медленный, и подбадривает его, чтобы он не сдавался. Но наш мальчик не сдается и говорит, что это слишком легко, потому что она легкая. Тогда Роуз кладет еще один камень ему на спину. Несмотря на первоначальное сожаление, Узада продолжает отжиматься, используя свою магию, чтобы исцелиться. Роуз даже восхищается его решимостью, говоря, что он становится ее типом парней. Двое других не могут поверить, что Узада проходит через это, но Сузуми быстро начинает дразнить его, когда видит его мышцы. Однако рыцарь злится и хватает Роуз за воротник, спрашивая, зачем она пытается уничтожить Узада. Роуз хватает его за руку и говорит, что она использует свои методы, чтобы сделать Узада своим помощником. Она утверждает, что Узада — это находка, потому что он ненавидит проигрывать, но больше всего она любит то, что он не сдается. Затем Роуз приказывает ему сделать перерыв и пообедать. Отдыхая под деревом, Узада узнает, что этот парень — сильнейший рыцарь королевства Сиглис. Он учит Кадзуки и Сузуми обращаться с мечом. Узада впечатлен. Кадзуки спрашивает, всегда ли тренировки Узата были такими тяжелыми, как сейчас. Узата отвечает, что сегодня было довольно легко. Сузуму решает проверить мышцы нашего парня, хотя тот и стесняется. Она восхищается его огромным прессом, даже принцесса не может сдержать любопытство. Кадзуки продолжает, объясняя, что ему показалось, будто Узата было тяжело. Узата подтверждает, что сначала ему хотелось убежать, но теперь все в порядке, потому что ему нравится тренироваться и жить здесь. Сузуму впечатлена тем, что он уже нашел свое место. Он показывает свою исцеляющую магию и говорит, что тоже хочет помогать им. Сузуму использует этот шанс, чтобы пофлиртовать с ним, и просит спасти ее, если понадобится. Но Узата просто говорит, что уже поздно вести себя как обычная девушка. Она злится, но даже принцесса соглашается с ним. На следующий день Роуз дает ему сумку и говорит, что они пойдут в лес. Парни, похожие на бандитов, волнуются, понимая, что наконец-то пришло время. Узата в замешательстве, но через несколько часов они добираются до обрыва. Роуз говорит, что впереди лес, который называется Темный лес. Затем она отдает ему приказ. Он может вернуться домой, только убив огромного гризли. Узата пытается отказаться, потому что это один из самых сильных монстров. К тому же он не умеет сражаться, потому что она научила его только убегать. Но Роуз раздражается и бросает его в лес. В воздухе Узата начинает паниковать, потому что падает навстречу смерти. Он оборачивается и использует исцеляющую магию, чтобы выжить при падении. Но он не хочет умирать и снова оборачивается, используя исцеляющую магию, чтобы приземлиться целым и невредимым. Он рад, что ему удалось выжить, и снова использует свою магию исцеления, чтобы восстановиться после небольших ранений. Но он знает, что раз уж он оказался в лесу, то должен следовать указаниям Роуз, если хочет вернуться домой. Поэтому он решает убить большого гризли. Он говорит, что это просто монстр ростом в 7 футов, а это пустяки для того, кто выжил в аду. Вдруг тот самый медведь появляется прямо перед ним. Он убегает от медведя, который намного больше, чем он думал. Но поскольку он тренировался только бегать, он знает, что сможет убежать. Он думает, что медведь ни за что его не догонит, но медведь уже совсем близко. Он вспоминает все свои тренировки и то, как он терпел боль. Он думает, что медведь не такой страшный, как Роуз, и решает сразиться с ним. Но тут за большим медведем появляются еще два. Пора бежать от всех этих медведей и жаловаться на судьбу. Вдруг он слышит шум водопада неподалеку и решает прыгнуть в воду. К счастью, ему удается убежать от медведей и выжить. Он доплывает до берега и выжимает одежду. Проверяет рюкзак и видит, что у него есть только немного еды, фляга и нож. Он жалуется, что у него нет ничего, чтобы развести огонь, и называет Роуз демоном. Он откусывает кусок хлеба, который тверже кирпича, и думает, что его миссия невыполнима. Но его положение становится еще хуже, когда он слышит вой волков. Он решает, что будет делать завтра. Он отмечает день на дереве и засыпает. Теперь он готов к миссии и решает исследовать лес. Он помечает деревья, чтобы не заблудиться, и думает, что сначала нужно узнать врага. Он пытается найти логово большого гризли и идет через весь лес. Наконец он находит зацепку, когда видит следы когтей на дереве. Он думает, что это следы большого гризли, и он где-то рядом. Вдруг он слышит шорох в кустах и достает нож. Оказывается, это всего лишь кролик. Он пугается, думая, что это может быть монстр, но кролик выходит вперед и падает. Он замечает рану и спрашивает, не ранен ли кролик. Юсада удивлен, потому что кролик кивает головой, будто понял его. Он решает использовать свою магию исцеления, чтобы вылечить кролика, и гладит его. Он прячется за деревом и говорит кролику, чтобы тот был осторожен. Но кролик, кажется, идет за ним. Он говорит кролику, чтобы тот уходил, потому что это опасно. Но кролик отказывается. Усата уходит, но кролик продолжает идти за ним.
Поскольку кролик не останавливается, Усата спрашивает, знает ли он, где большой гризли. Кролик сворачивает в сторону и оглядывается на него. Усата понимает, что это значит, что нужно идти за кроликом. Кролик ведет его через лес к логову большого гризли. Усата решает понаблюдать за поведением медведя, чтобы его не заметили. Согласно книге, которую он читал, большие гризли живут группами, что похоже и происходит. Кролик ведет себя мило и просит погладить его. Проходит еще один день, и Усата не знает, стоит ли ему набирать воду из реки. Но у него нет времени думать об этом. Внезапно появляется кролик и запрыгивает ему на плечо, чем удивляет Усата. Он думал, что кролик убежал, но тот вернулся. Усата считает, что это странный кролик, и говорит, что они снова понаблюдают за медведями. Поведение не изменилось. Большой медведь снова спит, а два маленьких выглядят очень мило. Юсада тоже считает кролика милым, и эта миссия позволяет ему немного повеселиться. Однако на 4-й день у Усата начинает болеть живот. Он жалеет, что пил воду из реки, тем более, что магия исцеления не помогает. Он сравнивает это с отравлением и думает, что должен быть способ вылечиться. Кролик снова появляется и спрашивает, куда идти, и Усата на мгновение забывает о боли. Он приходит в себя только на 5-й день, и кролик ведет его к небольшому пруду. Усата понимает, что эту воду безопаснее пить, и замечает, что она выглядит чище, чем река. Он пробует ее и говорит, что она даже вкуснее. Кролик кажется напуган. Усата хочет узнать, в чем дело, но кролик просто забирается на дерево. Усата в замешательстве тоже залезает на дерево. Он замечает, что кролик смотрит куда-то в пустоту. Он думает, что кролик чувствует приближение монстра, но это странно, потому что кролик не испугался, когда увидел большого гризли. Он видит, что кролик дрожит от страха и слышит какой-то шум. Он внимательно смотрит и видит огромную белую змею. Кролик начинает дрожать, и Ята спрашивает себя, что это за монстр. Он никогда не видел этого монстра в своей книге. Змея уползла, и Ята почувствовал, что это чудовище гораздо сильнее большого гризли. Он ощутил исходящую от него жажду крови и пообещал себе никогда больше не приближаться к нему. Несколько дней Усада было не по себе, но он продолжал наблюдать за медведями. Он думал, что их поведение не изменилось, и почему-то чувствовал себя спокойно, глядя на них. Но он знал, что если не убьет большого гризли, то не сможет вернуться домой, и с этой мыслью решил, что завтра сделает это. Но на следующий день пошел дождь, и кролик пытался отговорить Усада от похода. Усада сказал, что должен это сделать, но кролик продолжал его отговаривать. Погода была как в Англии, и Усада решил подождать, пока дождь не закончится. Через несколько часов дождь наконец прекратился, и Усада собрался с духом, пообещав сделать из большого гризли фарш. Кролик запрыгнул ему на плечо, но ничто не могло остановить Усада от возвращения домой. Кролику было грустно, но он отпустил его. Добравшись до медвежьей берлоги, Усада достал нож, а кролик спрыгнул с его плеча. Усада вошел в берлогу и увидел, что 2 из 3 медведей мертвы. Он удивился, что произошло, и подумал, что Роза убьет его, потому что кто-то убил большого гризли до него. Он присмотрелся и заметил следы укусов. Он понял, что это сделала огромная змея. Но змея не съела медведей, значит, она сделала это ради забавы. Вдруг Усада услышал какой-то шум из-за камней и испугался. Присмотревшись, он видит, что из-под земли вылезает маленький медвежонок. Медвежонок пытается разбудить свою маму, но безуспешно. Увидев это, Усада думает о том, как он ненавидит проигрывать. Он никогда не хотел признавать поражение перед Роуз, но его добыча исчезла, и его решимость ни к чему не привела. Медвежонок начинает плакать, понимая, что больше не сможет играть со своей мамой, и Юата думает, что больше всего на свете ненавидит это. Он принимает решение и уходит, пообещав медвежонку, что отомстит за него. Медвежонок смотрит, как он уходит, нюхает пол и идет в другую сторону. Тем временем Казуки и Сузуми приходят навестить Усада. Когда им говорят, что он тренировался в лесу последние 10 дней, Казуки думает, что это слишком долго. Посмотрите это видео. Оказывается, они не могут ослушаться ее приказа. Уходя, Сузуми говорит Казуки, что он, похоже, очень зол на Усада. Он спрашивает, не волнуется ли она, но она отвечает, что, несмотря на ее беспокойство, они должны доверять Усата и Роуз. Вернувшись в лес, Усата делает копье из палки и добывает себе необходимые калории. Немного размявшись, он принимает решение и просит кролика отвести его к змее. Кролик волнуется, но Усата говорит ему отвести его к змее и уйти. Кролик начинает идти, и Усата следует за ним.
После долгой прогулки они находят змею, но Усата видит, как маленький медвежонок пытается с ней бороться. Взглянув змее в глаза, Усата думает, что она напугана, но не так сильно, как Роуз. Он бросается вперед, удивляя маленького медвежонка. Он пытается метнуть копье 30 уровня, но змея пытается укусить его за голову. Ему удается увернуться и ударить ее в глаз. Змея бьет его хвостом, прижимая к дереву, но он отталкивается пяткой и встает. Затем он достает нож, и змея нападает на него. Юсада знает, что нужно атаковать змею в ее слепое пятно, то есть в правый глаз. Он уворачивается от атаки и бежит к змее, пока та приходит в себя. Но змея снова бьет его хвостом. Он уворачивается, но облако дыма позволяет змее укусить его за руку. Он кричит от боли, понимая, что змея его укусила. Он отталкивается пяткой, чтобы унять боль, и бьет ножом, который все еще у нее во рту. Змея сдается и отпускает его. Но Юсада чувствует, что яд уже начал действовать. Он думает, что это несправедливо, но знает, как исцелиться с помощью речной воды. Если рана внутренняя, нужно оттолкнуться пяткой, чтобы залечить ее изнутри. Так он исцеляется и снова бросается в бой. Змея бьет его хвостом, но маленький медведь решает помочь и блокирует удар. Юсада перепрыгивает через медведя и приземляется на голову змеи. Затем он бьет змею своей исцеляющей магией, чтобы сбить ее с ног, и снова вонзает копье ей в глаз. Змея сопротивляется, но в конце концов сдается и перестает двигаться. Юсада ложится на землю и делает несколько глубоких вдохов, радуясь, что у него получилось. Но маленький медведь пристально смотрит на него. Усада понимает, что теперь он сам станет обедом для этого существа. Однако медведь обращается с ним ласково, и Усада гладит его, говоря, что он отомстил за него. Он говорит малышу, что не может его вылечить, потому что потратил почти всю свою магию на яд. Но вдруг змея снова поднимается и смотрит на них. Усада не может пошевелиться, а малыш пытается унести его. Но Усада слишком тяжелый. Он приказывает медведю бежать, но змея бросается на них. Усада понимает, что это конец, и начинает проклинать Роуз. Он винит во всем ее и называет чудовищем. Внезапно Роуз появляется из ниоткуда и пинает змею. Она начинает ругаться на змею, говоря, что та должна была умереть, когда Ята сражался с ней. Ята и малыш в шоке. Ята спрашивает, что она здесь делает, и она отвечает, что ее позвал кролик. Ята в замешательстве, но она объясняет, что кролик – ее питомец Кукуру, которого она попросила присмотреть за Ята. Ята не верит ей, потому что кролик был ранен, когда они встретились. Тогда Роуз признается, что это был обман, чтобы завоевать его доверие. Роуз объясняет, что она всегда была рядом, но не ожидала, что в лесу появится змея. Усада спрашивает, что это такое, и она отвечает, что это монстр, созданный армией Повелителя Демонов. На самом деле Сиглес не смог победить змею во время последнего вторжения Повелителя Демонов. Она не знает, как змее удалось победить Великого Гризли, ведь даже элитные войска королевства не смогли этого сделать. Усада думает, что она чудовище, потому что она сказала ему сделать это. Роуз говорит, что не ожидала, что он выиграет этот бой, она просто хотела, чтобы он набрался опыта, но все стало интереснее, и ей захотелось посмотреть, что он будет делать. Он жалуется, что чуть не умер, а медвежонок тоже пришел его защищать. Роуз замечает, что медвежонок к нему привязался и думает, что у него, наверное, погибли родители, и он остался один. Он гладит медвежонка, и они начинают дружить. Роуз хвалит Юсада и говорит, что он пойдет с ними, но ему придется нести медвежонка. Медвежонок забирается Юсада на спину, а Роуз берет их обоих одной рукой и несет обратно. Она говорит Юсада, что он сдал экзамен и теперь имеет право. Он смущается, но она говорит, что несмотря на отсутствие подготовки, он должен писать, чтобы стоять рядом с ней на поле боя. Она говорит, что у него есть все – тело, способное выдержать боль, физическая сила и, что важнее всего, неукротимый дух. Этого нет у других целителей в ее отряде. Она говорит ему, чтобы он гордился собой, и они еще могут вернуться вовремя. Юсада в шоке, но она говорит, что армия Повелителя Демонов готовится к нападению. Юсада потрясен, услышав это, потому что начнется новая война. Роуз подтверждает это и говорит, что он будет лечить раненых на передовой вместе с ней. Это значит, что теперь он будет в авангарде. Юсада в шоке и спрашивает, что будет с остальными членами отряда. Роуз объясняет, что у них осталось всего 2 целителя, но у них разные роли. Юсада не уверен, что сможет делать то же, что и Роуз, но она отвечает, что у них еще есть время, чтобы сделать его сильнее. Тем временем Повелитель Демонов спрашивает Эмилу, свою подчиненную, о планах вторжения в Лингер. Она подтверждает, что все идет по плану, и они готовы к наступлению. Повелитель Демонов успокаивается и говорит, что она будет командовать их армией.
Он упоминает, что их последнее вторжение провалилось, и предупреждает, что она должна сделать все возможное, чтобы не погибнуть. Она успокаивает его, и он отпускает ее. Возвращаясь, другой парень замечает, что Эмила нервничает, когда разговаривает с повелителем демонов. Она просит его заняться своим делом и не дразнить ее, называя его монстром доктором Кинобимом. Парень говорит, что его имя и так звучит мило, и отвечает, что у него все отлично, он создал новый прототип модифицированного монстра-демона. Он спрашивает, хочет ли она посмотреть на него, и она идет за ним. Она видит огромную змею, похожую на ту, с которой сражался Усата. Демон в восторге от этого монстра и называет его имя. Однако Эмила говорит, что это то же имя, что и у его последнего прототипа, который пропал во время их попытки вторгнуться в Лингер. Парень жалуется, что его змею избил Сиглис, и она убежала, но этот новый монстр намного сильнее. Тем не менее, Эмиле все равно, потому что она знает, что в Лингере есть кто-то сильнее Сиглиса. Парень спрашивает, не о похитителях ли она говорит. Она подтверждает, что они никогда не сражаются, но все равно находятся на поле боя и уносят раненых в тыл с невероятной скоростью. Парень думает, что они минимизируют потери, но Эмила объясняет, что босс похитителей – целитель, который не только обладает невероятными навыками исцеления, но и отлично сражается. Это Роза, самый сильный воин в Лингере. А Мила ненавидит Розу, потому что та сражалась с ее хозяином, но парень не выжил и не рассказал, что произошло. А Мила просит ее успокоиться, потому что она не может сражаться во время вторжения, ведь ей нужно командовать армией. Но Амила уходит, сказав, что оставит битву на долю их бессмертного темного мага. Вернемся к Усада. Он рад, что вернулся в свою постель и наслаждается храпом Тонга. Но ему нужно вставать и заниматься делами. Он дает медведю фрукты на завтрак и замечает рядом кролика Розы. Усада говорит, что не может простить Розе, что она воспользовалась его невинностью. Кролик ведет себя мило, и Усада почти поддается. Но он пытается не поддаваться на уловки кролика, но не может устоять. Он продолжает давать медведю фрукты и называет его Блурин. Роза подходит и спрашивает, как его зовут. Усада подтверждает, что назвал его так, потому что это сочетание слов «голубой гризли». Роза в шоке, но говорит, что рассказала королю о медведе, и теперь он принадлежит спасательной команде. Усада не понимает, и она объясняет, что медведь тоже должен выполнять свои обязанности, если хочет остаться здесь. Медвежонок пугается ее улыбки и прячется. Оказывается, с этого момента Усада должен не только бегать с гирями, но и носить медведя. Роза объясняет, что это будет режим, похожий на то, что происходит на поле боя. Она говорит ему, что нужно думать о медведе как о том, кого нужно спасти. Она приказывает ему бежать, и он подчиняется ее приказу. На самом деле Юсада воспринимает это как тренировку с большим весом, чем обычно. Он думает, что ему нужно просто правильно использовать свою исцеляющую магию. Но Роуз кричит, что он слишком медлителен и раненые умрут. Юсада жалуется, но ускоряется. Вдруг из кустов выбегает Тонг и пытается ударить его, но Юсада уворачивается. Еще один парень бежит на него, но Юсада снова уворачивается. Он думает, что они сумасшедшие, и спрашивает, что они делают. Бандиты объясняют, что это симуляция того, что будет происходить на поле боя. Юсада пытается бежать быстрее, но бандиты кричат, что другие тоже прячутся. Юсада ускоряется и бежит еще час. С деревьев на него летят шарики с водой, заставляя Юсада бежать, задержав дыхание. Из-под земли появляются люди с деревянными мечами и пытаются ударить его, но он уворачивается. Через 3 часа один из парней перерезает веревку, чтобы Юсада играл в ослика Конга. Но на 4-м часу Юсада наконец-то использует свою магию, но чувствует себя странно. Из кустов выходит кролик и улыбается. Юсада паникует и перепрыгивает через него, думая, что кролик снова это делает. Со временем Юсада чувствует себя еще более странно и в конце концов падает без сил, сам не зная почему. Юсада в замешательстве, потому что он должен был продержаться хотя бы полдня. Появляется Роуз и объясняет, что это будет его выносливость на поле боя. Юсада в замешательстве, но она говорит, что человеческое тело тоже устает от таких эмоций, как тревога, страх и разочарование. Вот почему он быстрее, чем обычно, выдыхается. Юсада спрашивает, что ему делать, но она исцеляет его и говорит, что нужно привыкнуть к этим эмоциям. Она говорит, что он должен быть сильным духом и внимательным к ситуации. Затем она уходит и приказывает ему пробежаться по городу и вокруг замка. Усада смущен, но выполняет приказ. Но все жители в шоке, когда видят парня, бегущего по улицам с синим гризли на спине. Усада уже знал, что так будет, хотя Бурин был послушным монстром.
Внезапно люди начинают улыбаться, когда понимают, что Ята тоже входит в команду спасателей. Внезапно Бурин что-то чует и просыпается. Медведь указывает вперед, и Ята останавливает тележку с фруктами. У него нет денег, но он спрашивает, как называются эти фрукты, старушка называет их жемчужины. Ята спрашивает, почему люди не пугаются, когда он несет на спине монстра. Старушка отвечает, что он из команды спасателей. Она говорит про его форму и рассказывает, что банда постоянно бегает по городу. Усада думает об этом и понимает, что люди привыкнут, если будут видеть, как эти страшные бандиты бегают повсюду. Перед тем, как уйти, старушка дает ему жемчужину, и Бурин ее съедает. Усада убегает, а маленькая девочка спрашивает старушку, принадлежит ли он к команде спасателей. Старушка подтверждает и спрашивает, почему она хочет это знать. Девочка просто отмахивается и смотрит на него. Усада решает быстро забежать в замок, чтобы навестить Сузуму и Кадзуки. Но тут его замечает парень и бежит за ним. Он просит Усада остановиться, но тот не обращает внимания. Усада замечает это только когда парень падает на землю и спрашивает, все ли с ним в порядке. Усада вылечил парня и спросил, что ему нужно. Парень сказал, что хотел поздороваться, потому что он тоже из спасательного отряда. Усада был удивлен, но парень представился как Флёр, один из двух других целителей. Услышав всю историю, Усада был впечатлен, узнав, что его призвали по ошибке вместе с героями. Усада сказал, что почти забыл об этом, потому что каждый день усердно тренировался. Флёр подумал, что Усада молодец, раз он может тренироваться вместе с Роуз, а они с сестрой не могли. Усада спросил, не она ли второй целитель. Флёр подтвердил, что она на 5 лет младше, и они вместе с сестрой работают в клинике в городе-крепости, чтобы лечить людей с помощью магии. Но Усада не понял, почему Флёр только что упал в обморок. Флёр объяснил, что не умеет лечить себя, он может лечить только других. Усада удивился, что есть и другие целители, и Флёр подтвердил, что они все из спасательного отряда. Поэтому, когда это необходимо, они помогают своему капитану и лечат всех. Услышав это, Усада вспомнил, как Роуз сказала ему, что он пойдет на передовую и будет лечить раненых рядом с ней. Он забеспокоился и спросил Флору, какова их роль на поле боя. Флора ответила, что бандиты уносят раненых с передовой, а он и его сестра их лечат. Короче говоря, они тыл. Но Усада сказал, что пойдет на передовую вместе с Роуз. Флора была в шоке, и Усада спросил, может ли кто-то вроде него это сделать. Флора ответила, что больше всего опасности подвергаются герои и рыцари, и если они получат ранения, то скорее всего умрут. Но если у них есть целители на передовой, значит этих людей можно спасти. Он говорит, что это тяжелая и опасная работа, но он знает, что Роуз никогда бы не взяла с собой человека, которому не доверяет. Усада думает о своих друзьях и начинает волноваться. Флора встает, чтобы вернуться в клинику, а Усада решает продолжить тренировку. Перед уходом Флора просит Усада не ненавидеть Роуз, потому что она не умеет подбирать слова. Но Усада говорит Флоре, чтобы она не волновалась, потому что он никогда ее не ненавидел, и у него тоже есть что ей сказать. Затем Усада убегает, а Флора чувствует облегчение, что Роуз наконец-то встретила того, кого искала. Внезапно сестра Флоры приходит пожаловаться, спрашивая, не хочет ли он умереть, разгуливая по округе. Он говорит ей, что он не такой уж и слабый, но она смотрит на него так, будто это не так. Затем он говорит ей, что встретил интересного человека, и ей становится любопытно. Флора отвечает, что в конце концов она его встретит, и он ей понравится. Тем временем Усада добирается до замка и просит разрешения войти с медведем. Охранник разрешает ему, что удивляет Усада, и он спрашивает, как он может привести монстра в замок. Парень отвечает, что Роуз подписала разрешение, так что он может идти. Добравшись до тренировочной площадки, Усада видит, как Сузиум сражается с 3 солдатами. Она отвлекается, когда видит медведя, и спрашивает о нем. Они делают перерыв, и Усада рассказывает ей, как выжить в лесу, полном монстров. Но она еще больше хочет погладить Блурина. Усада разрешает ей, но Блурен отталкивает ее руку, не позволяя себя погладить. Усада извиняется, говоря, что Блурен стесняется, но она еще больше хочет его погладить. Она просит Блэрина стать ее другом, но когда она пытается его погладить, он кусает ее за руку. Усада говорит, что это может означать, что Блэрин считает ее плохим человеком, но потом он тоже кусает себя за руку. Она дразнит его, но в конце концов они успокаиваются. Усада замечает, что у нее на руке раны, и она говорит, что это из-за серьезных тренировок.
Он берет ее за руку и исцеляет, удивляя ее своими невероятными способностями. Девушка думает, что он пришел сюда, чтобы навестить ее, и краснеет. Но Усада подтверждает, что он пришел сюда, чтобы навестить ее и Кадзуки. Она чувствует себя отвергнутой и говорит, что Кадзуки уехал из королевства Сигли, чтобы набраться опыта в сражениях с монстрами. По дороге Кадзуки спрашивает Сигли, правда ли, что армия повелителя демонов скоро нападет. Сигли подтверждает это, говоря, что вероятно у них будет гораздо более сильная армия, чем в прошлый раз, и поэтому они призвали Сузуми и Кадзуки, героев, которые могут поднять боевой дух солдат. Но Кадзуки все еще сомневается и колеблется. Тем не менее, он обещает сделать все возможное, но они останавливаются, потому что перед ними стая волков. Они готовятся к битве, и Кадзуки принимает решение. Усада впечатлен, но сомневается, что Кадзуки справится. Сузуми отвечает, что это продлится всего несколько дней, но когда он вернется, она будет проводить тренировки. Усада дразнит ее, говоря, что ей, наверное, понравится становиться сильнее в другом мире. Но она жалуется, потому что он совсем не беспокоится о ней. После разговора Усада решает продолжить тренировки. Он думает о том, что двое других тоже готовятся к предстоящей битве и будут сражаться, и если они это сделают. Он тоже хочет как-то помочь, а не оставаться в стороне, чтобы его защищали. Он думает, что в своем прежнем мире он хотел только того, чего не мог сделать. Но теперь он другой. После возвращения домой и того, как он уложил Блура спать, Усада встречает Роуз. Она спрашивает, привык ли он к тренировкам, и он отвечает, что немного привык, но хочет тренироваться больше. Услышав это, Роуз говорит ему продолжать и уходит. Усада останавливает ее, чтобы спросить, что она имела в виду, когда сказала, что он должен взять себя в руки. Он объясняет, что испугался, когда чуть не погиб от змеи, а потом узнал о предстоящем вторжении. Сначала он думал, что не хочет участвовать в этом, но сегодня передумал. Он не будет сражаться или убивать врагов, но сделает все, чтобы спасти людей, потому что он член спасательного отряда. Роуз впервые улыбается и ударяет кулаком ему в грудь, говоря, что он должен гордиться спасением людей и ценностями их отряда. Услышав это, Ята улыбается и называет ее капитаном. Но на следующий день Роуз будет его, усаживаясь ему на спину, и говорит, что король приказал ему присоединиться к тренировкам Сузу. По дороге Усада спрашивает Роуз, почему он должен присоединиться к тренировкам Сузу, ведь Кадзуки тренируется с Сигли. Роуз объясняет, что он тоже должен был тренироваться с Кадзуки, но она отказалась, потому что он только что вернулся из леса. Позже король снова прислал письмо, и она снова не смогла ему отказать. Она пытается успокоить его, говоря, что он будет выступать в роли лекаря только в случае необходимости. Она советует ему просто играть свою роль в течение следующих 3 дней и вернуться домой. Наконец они прибывают на место встречи, и Сузуму рада, что Ята идет с ней. Она думает, что он взял с собой Блэрина только для того, чтобы они подружились, но Ята объясняет, что он взял с собой Блэрина, потому что ненавидит всех остальных. Она начинает жаловаться на то, что он не проявляет сочувствия и никогда не подыгрывает ей. Затем она представляет остальных членов своей группы: Аруку, рыцаря и Карана, мага. Перед уходом Роуз говорит Сузуму, чтобы она была осторожна, потому что Ята может только лечить раны и снимать яды. Если кто-то умрет, он останется мертвым. Сузуму принимает совет близко к сердцу, а Роуз думает, что с ней все будет в порядке, потому что ее тренировала Сиглис. Затем она поворачивается к Усада и говорит, что у нее нет для него совета. Он в замешательстве, и она подходит к нему, спрашивая, есть ли у него какие-то проблемы. Ята отвечает, что все в порядке, и она уходит. Но он вдруг удивляется, когда Сузуми говорит, что Роуз очень сильная. Она отказывается объяснять это, когда он спрашивает, и начинает двигаться. Тем временем в замке принцесса беспокоится о Кадзуки и спрашивает, чем он занимается. Он отвечает, что тренируется с мечом, но она говорит, что он приехал только вчера и должен был отдохнуть. Он отмахивается, говоря, что отлично выспался и может снова тренироваться. Она думает, что он слишком себя нагружает, но он напрягает мышцы, чтобы показать, что с ним все в порядке. Принцесса понимает, что держит его за руку, и смущается, прежде чем уйти. Вернувшись к группе Ята, Сузуму рассказывает о том, что произошло с Кадзуки во время тренировки. Ята не ожидал, что Кадзуки так сильно устанет, но он сказал, что это того стоило. Он сражался с множеством монстров в темноте, и Сузуму говорит, что они сейчас направляются туда же. Услышав это название, Усата вспоминает, как наблюдал за Бларином и его семьей. Он думает, что Бларину, наверное, не хватает дома, но тут Сузуму спрашивает, скоро ли проснется медвежонок. Она думает, что это отличный шанс погладить медвежонка, ведь он ее не укусит.
Она пытается это сделать, но Усада шлепает ее по руке. Сначала она растерялась, но потом несколько раз пыталась погладить медвежонка, но каждый раз получала шлепок от Усада. Наконец она спрашивает, что он делает, но он отвечает тем же вопросом. Она пользуется случаем, чтобы пофлиртовать с ним, говоря, что он шлепает ее по руке и отчитывает. Она думает, что он стал садистом, но он не понимает, о чем она говорит. Затем Флорин просыпается, и Усата говорит ему идти самому. Но медвежонок едва может идти прямо, потому что еще не проснулся. Сузуму думает, что это ее шанс. Она предлагает Бларину забраться к ней на спину, и она его понесет. Усата пытается ее остановить, но медвежонок ложится ей на спину. Сузуму рада, что наконец-то прикоснулась к пушистой шерстке Бларинка и пытается встать. Но она падает лицом вниз, потому что медвежонок слишком тяжелый. Усада помогает ей подняться, и они продолжают идти, а он говорит ей, чтобы она не поранилась вне боя. Она благодарит его за исцеление, но им приходится остановиться, потому что маг чувствует, что впереди кто-то есть. Рыцарь предупреждает, что им нужно быть готовыми к бою с монстрами, но маг замечает, что он ошибается. Из кустов появляются бандиты, потому что они не могут напасть на тех, кто уже знает об их присутствии. Бандиты ведут себя как обычно, угрожая им и требуя отдать все их вещи, иначе они их убьют. Рыцарь отказывается, и бандиты говорят, что их много. Усата не понимает, что происходит, потому что эти парни совсем не страшные. Он замечает, что Сьюзиум тянет его за рубашку и пытается вести себя как крутой парень, чтобы успокоить ее. Но эта сумасшедшая девчонка радуется, что увидела настоящих бандитов, и говорит, что никогда раньше их не видела. Усата думает, что она точно не в своем уме, но тут к нему подходит Блэрин, который стоял позади. Бандиты начинают паниковать, потому что они не ожидали, что кто-то приручит синего гризли. Но один из них говорит остальным, что это просто детеныш. Остальные бандиты думают, что это их шанс поймать медведя и освежевать его. Усата злится, но Сьюзиум нападает на бандитов раньше, чем он успевает что-то сделать. Усата впечатлен, что она смогла контролировать свою силу и просто ударила бандита молнией. Она объясняет, что много тренировалась, чтобы все получилось идеально, и Усата подбадривает ее. Бандиты решают напасть, думая, что Сьюзиум не сможет использовать магию, если они подойдут ближе. Но Сьюзиум бьет их током, пока они бегут. Усата ведет себя как черлидерша, одновременно называя Сузуму человеком-электрошокером и человеком-электрическим угрем. Но внезапно маг почувствовал что-то новое. Через несколько секунд мимо них пронеслась стая осенних кабанов. Рыцарь в замешательстве, потому что эти монстры должны были жить глубоко в лесу. Доски почти ударили Усада в спину, но Блурин ударил их головой. Сузун пытается убить остальных электрическим током, но другой кабан бросается на нее. Усада пытается защитить ее, но они получают удар и оба взлетают в воздух. Они начинают падать вглубь леса, но Усада использует свое тело, чтобы защитить ее от падения. Он применяет исцеляющую магию, принимая на себя тяжелые удары веток деревьев, но в конечном итоге они все равно падают в ближайшую реку. Вернувшись на поверхность воды, Усада понимает, что это та же самая река, в которую он упал, когда пришел в лес. Он знает, что впереди есть водопад, и говорит Сузуму сделать глубокий вдох. После падения Сузум пытается разбудить его и несет на берег, упоминая при этом, что она заплатит этот долг. Затем Усада просыпается и говорит, что с ним все в порядке и что это довольно неловко. Она становится очень застенчивой и отталкивает его, когда понимает, что он проснулся. Затем Усада использует свою магию, чтобы залечить ее рану, но Сюзиум извиняется за то, что поставила его в такое положение. Он отмахивается от этого, упоминая, что рад, что они по крайней мере прошли через это вместе. Он оглядывается по сторонам и говорит, что никогда не ожидал, что вернется так скоро. Затем он объясняет, что Роуз бросила его здесь тренироваться раньше, и что этот лес полон монстров, которые намного сильнее этих кабанов. Усата садится, чтобы проверить их снаряжение и решить, как действовать дальше. Сузуми спрашивает, не лучше ли ему идти из леса из-за монстров. Юсата говорит, что скоро стемнеет и может пойти дождь, поэтому лучше найти место для ночлега и отправиться в путь завтра. Она спрашивает, знает ли он какое-нибудь безопасное место. Он отвечает, что спал на ветке дерева, и спрашивает, не против ли она. Сузуми говорит, что никогда не лазила по деревьям, потому что ей не разрешали, хотя она и хотела. Юсата думает, что она из богатой семьи, которая оберегала ее всю жизнь. Затем Юсата находит пещеру и решает переночевать там, говоря, что это не только защитит их от дождя, но и лучше, чем идти дальше в лес. Он советует ей переодеться в сухую одежду, и она смущенно просит его не подглядывать. Но, заметив глупое выражение лица Юсата, она понимает, что он об этом не подумал. Юсата решает использовать способности Сузуми, чтобы наловить рыбы и развести огонь. Он очень рад, потому что в прошлый раз у него не было костра. Но тут он замечает Сузуми в углу. Он извиняется за эту неловкую ситуацию, но она больше заинтересована в том, чтобы рассмотреть его мышцы.
Она поднимает глаза и видит каких-то монстров. Она взволнована, и Юсата называет их ядовитыми обезьянами, объясняя, что читал о них. Обезьяны спускаются, и он говорит ей, что они дружелюбные, но она может отравиться, если прикоснется к ним. Но Сузуми уже прикасается к одной из них. Юсата спрашивает, что она делает, но она отвечает, что уже отравилась милым видом обезьяны. Она говорит, что бояться нечего, но маленькая обезьянка кусает ее за палец. Она падает, и Юсата приходится ее лечить. Тем временем во дворце фамильяр мага сообщает королю, что Усада и Сузуму пропали. Казуки хочет узнать подробности, и король рассказывает ему все, что ему известно. Король признается, что не хотел рассказывать об этом Казуки, но принцесса заставила его это сделать. Казуки спрашивает, отправили ли они уже поисковую группу, но король отвечает, что они отправятся завтра. Казуки считает, что это слишком поздно, и решает отправиться сам прямо сейчас. Но тут появляется мама-горилла Биг Роуз и говорит ему остановиться. Она говорит, что не стоит волноваться, потому что с Сузуму Ята. Она прямо говорит, что Ята не так-то просто убить, и если с Ята все в порядке, то и с Сузуму все будет хорошо. Казуки потрясен, услышав это. В конце концов, Ята случайный парень, который попал сюда по ошибке и получил магию исцеления. Говоря о дьяволе, Ята прекрасно проводит время, думая, что выжить в лесу с Сузуму будет гораздо проще. Она раздражается, потому что он буквально называет ее походным снаряжением, но он не обращает на это внимания. Она пропускает это мимо ушей, и заметив, что она устала, он решает, что они будут дежурить по очереди, начиная с нее. Она отказывается, говоря, что он должен дежурить первым, потому что использовал на ней магию исцеления. Он соглашается и ложится. Проснувшись, Сузуму смотрит на Усада и спрашивает, спит ли он. Он отвечает, что еще не спит, и она спрашивает, что он думает о том, что его призвали в этот мир. Она спрашивает, думает ли он когда-нибудь вернуться домой. Усада отвечает, что это сложный вопрос, потому что он хочет вернуться домой. Но у него есть причины остаться в этом мире. Затем Сузуме признается, что не хочет возвращаться, но удивляется, что он не спрашивает почему. Он спрашивает, должен ли он это сделать, и она соглашается. Он говорит, что знает, почему она не хочет возвращаться. Потому что этот мир нравится ей больше, чем их мир. Сузуме подтверждает, что в их мире для нее ничего не осталось. Она готова отказаться от своей семьи, друзей, от того, кем она была раньше, лишь бы остаться здесь. Она говорит, что всю жизнь ждала этого момента и называет это шансом освободиться. Она чувствует, что наконец-то свободна, потому что в этом мире ее ничего не держит. Кажется, она забыла, что она одна из героев. Но она удивляется, когда Усада говорит, что это звучит хорошо для него. Он не понимает ее выражение лица, и она спрашивает, не разочарован ли он в ней. Усада объясняет, что всегда хотел измениться и перестать быть обычным пассивным парнем. Поэтому он не считает, что они отличаются друг от друга. Сузуме впечатлена, но Усада продолжает. Когда они только появились здесь, он не хотел их задерживать, поэтому всегда соглашался на тренировки Роуз. Но теперь он полон решимости защищать ее, Кадзуки и всех остальных в этом королевстве как член спасательного отряда. Когда Сузуме спрашивают об этом, она отвечает, что тоже хочет защищать это место как герой. Они подтверждают свое решение, и Ята говорит, что они вместе спасут королевство и забудут свой старый мир. Сузуме улыбается, говоря, что Ята сильно изменился с тех пор, как попал сюда. Ята тоже признается, что чувствует себя ближе к ней. В их мире он всегда считал ее безупречной идеальной девушкой. Сьюзум в шоке, ведь он никогда не относился к ней как к идеальной девушке. Но она говорит, что это не важно, потому что ей больше нравится быть рядом с ним, чем когда на нее смотрит издалека. Покраснев, Усада решает скрыть свое смущение и ложится спать. На следующий день они гуляют по лесу, и Усада говорит ей быть осторожнее. Они слышат какой-то шум и готовятся к бою, но оказывается, что это Блурин, который быстро запрыгивает на Усада. Потный парень появляется, тяжело дыша, и падает. Придя в себя, он объясняет, что они искали их, но Блурин вдруг убежал. Они пошли за ним, думая, что медведь приведет их к ним, и вот они здесь. Сьюзум говорит Блурину, что он молодец, но медведь что-то учуял и пошел в определенном направлении. Он останавливается, и Сьюзум спрашивает, где они. Усада объясняет, что это был дом Блурина до того, как его родителей убила гигантская змея. Усада жалеет маленького медведя, но Блурин подходит к нему, и они оба смущаются. Усада думает, что Блурин хочет уйти, и Сьюзум впечатлена, что медведь уже принял решение. Она объясняет, что Блурин знает, что он должен быть рядом с Усада. Блурин уходит, и Сьюзум говорит Усада, что пора возвращаться домой. По возвращении король приветствует Усада и Сьюзум. Сьюзум извиняется за то, что заставила его волноваться, но он говорит, что это он должен извиниться за то, что втянул Усада в это. Усада отмахивается и смущает короля, говоря, что он уже привык к таким ситуациям. Наш мальчик быстро понимает, что совершил ошибку, и смотрит на Роуз.
Он пытается оправдаться и лжет, говоря, что в их предыдущем мире он часто ходил в лес на разведку. Король верит ему и решает спросить о его тренировках в спасательном отряде. Усата снова смотрит на Роуз, думая, что ответить на этот вопрос будет непросто, но он утверждает, что это очень легко. Король рад это слышать, но Роуз ухмыляется, глядя на Усата. Он начинает паниковать и понимает, что именно этого она и ждет от него. Он осознает, что Роуз давила на него и чувствует разочарование. Но король объявляет, что тренировки Сузуна будут изменены и просит ее отдохнуть. Их отпускают, но Роуз и Сиглеис просят остаться. Юата растерян, но вынужден уйти. Сузум спрашивает, что случилось, и он отвечает, что ему интересно, о чем они говорили, потому что министр выглядел обеспокоенным. Сузум подтверждает его слова, и Юсата начинает переживать, что его могут уволить. Она смеется и вдруг замолкает, услышав голос Кадзуки. Кадзуки сразу же начинает возмущаться, что Усата вел себя слишком беспечно после нападения монстров и своего исчезновения. Усата извиняется, и принцесса объясняет, что Кадзуки хотел их найти. Сузум называет его безрассудным, но Усата говорит, что она такая же после того, как ее укусила ядовитая обезьяна. Кадзуки удивлен, и Усата пытается объяснить, но Сузум останавливает его. Они выходят на улицу, и Кадзуки говорит, что Роуз не стоило волноваться, потому что Усата был с Сузуном. Он упоминает, что эти слова успокоили его, но Усата знает, что Роуз думала, что ему все дается легко по сравнению с тренировками. Кадзуки впечатлен, потому что Роуз полностью доверяет Усата. Но Усата думает, что Кадзуки просто чистый и невинный парень. Он кладет руку ему на плечо и просит его никогда не меняться. В конце концов, только ему и Сузуму нужно исправиться. Кадзуки этого не понимает, но соглашается. Сузуму, однако, начинает жаловаться, потому что Кадзуки только что назвал его испорченным. Позже Юсата и Сузуму уходят, и принцесса замечает, как они похожи. Кадзуки подтверждает, что они действительно стали очень близки. Но принцесса поправляет его, говоря, что они близки с ним. Она упоминает, что ему было весело, когда он проводил с ними время. Кадзуки отмахивается, говоря, что они и раньше были друзьями. Принцесса начинает волноваться и спрашивает, может ли она тоже стать другом Кадзуки. Она упоминает, что Сузуму обращается к ней неформально, но Кадзуки никогда не называет ее по имени. Заметив его удивленную реакцию, принцесса извиняется и просит его не заставлять себя. Кадзуки набирается смелости и обещает впредь называть ее силой. Тем временем в тронном зале король рассказывает, что допросил бандитов, напавших на отряд Усада. Короче говоря, бандиты пересекали равнину и заметили, что монстров меньше, чем обычно, и тогда на них напало стадо кабанов в лесу. Король считает, что монстры, должно быть, бегут с равнины в лес, и это может означать только то, что монстры убегают от чего-то, что приближается к королевству. Сиглес думает, что это армия повелителя демонов, и король подтверждает это. Сиглес говорит, что повелитель демонов недооценил их в предыдущей битве, но больше такого не повторится. Он считает, что повелитель демонов использует все доступные средства, чтобы захватить их королевство. Король подтверждает это и просит его передать всем командирам, чтобы они были готовы в любой момент мобилизовать войска. Сиглес подтверждает это и уходит. Затем король решает поговорить с Роуз наедине. Он извиняется за ожидание и говорит, что должен попросить ее кое о чем. Он объясняет, что обычно не может поручить эту миссию капитану спасательного отряда, но Роуз отвечает, что ему не стоит беспокоиться. Она знает, что он хочет, чтобы она разведала и нашла местоположение армии повелителя демонов. Король подтверждает это и извиняется за свою просьбу. Она не принимает его извинения, потому что знает, что она самая быстрая в королевстве. Она собирается уходить, но король говорит, что ему нужно обсудить с ней еще кое-что. Он спускается со своего трона и спрашивает, не хочет ли она вернуться на должность командира батальона. Но Роуз отказывается, говоря, что чувствует себя виноватой больше, чем он думает. Король считает, что она слишком строга к себе, и напоминает, что она была первой целительницей, назначенной командиром батальона. Но Роуз отвечает, что это просто правда. Он спрашивает, простила ли она себя, и она отвечает, что нет. Ее глаза наполняются яростью, когда она спрашивает, как она могла забыть об этом. Она была вынуждена смириться со смертью всех своих подчиненных и с тем, что не смогла их оживить, а шрам на ее правой руке никогда не даст ей забыть об этом. Король пытается убедить ее, что она не должна нести это бремя, но она отвечает, что должна. Ее подчиненные погибли только потому, что она была слишком самоуверенна. Но это заставило ее понять, что когда кто-то умирает, все кончено, каким бы опытным или надежным он ни был. И этот шрам — наказание, которое никогда не позволит ей забыть о своих грехах. Она рассказывает, что именно это стало причиной создания спасательного отряда. Они не сражаются, они спасают жизни. Король подтверждает это, говоря, что они спасли много людей во время битвы 2 года назад. Он спрашивает, достигла ли она своей цели, но Роуз отвечает, что есть еще одна причина, по которой
которой существует отряд. Королю любопытно, и он спрашивает, в чем причина. Роуз отвечает, что ее главная цель – найти подчиненного, который не умрет. Король чувствует себя глупо, потому что это невозможно. Но Роуз объясняет, что это и есть причина ее адских тренировок. Она искала того, кто может использовать исцеляющую магию, того, кто готов выйти за пределы своих физических возможностей, и того, кто никогда не сдается. Она искала человека, у которого есть все эти качества. Король понимает, что Усада именно такой, и Роуз подтверждает это, говоря, что он все, что она искала. У него безумные инстинкты выживания, приспособляемость и воля к жизни. Она упоминает, что его лучшая черта-то, что он ненавидит проигрывать, а худшее-то, что на него легко повлиять. Но что бы она ни делала, он все равно встает и противостоит ей. Она знает, что он никогда не сдастся, и напоминает ему о парнях, которых она потеряла. Она говорит, что хочет сделать его самым сильным целителем. Она понимает, что сказала слишком много, и извиняется. Она решает сосредоточиться на задании, и король доверяет ей. Позже ночью Усада находит письмо и спрашивает о нем. Отряд объясняет, что Роуз оставила его перед уходом. Усада думает, что это плохая новость, и садится, чтобы открыть его. Он узнает, что ему не нужно тренироваться завтра, и что он должен доставить кому-то еще одно письмо. Затем он спрашивает, куда ушла Роза, но никто не знает. Она просто сказала, что уходит и не вернется к ужину. Тем временем армия повелителя демонов пытается построить мост, чтобы пересечь реку. Черный рыцарь вздыхает, и командир спрашивает, что случилось. Черный рыцарь думает, что командира раздражает его волнение. Командир злится и говорит, что так нельзя разговаривать с вышестоящим по званию, но черный рыцарь извиняется, говоря, что они с командиром на одном уровне. Командир отвечает, что ей все равно, потому что она главная, и черный рыцарь должен выполнять приказы. Черный рыцарь извиняется и уходит, прося сообщить ему, когда мост будет готов. Четырехглазый чудак говорит, что командир волнуется, но просит его что-нибудь сделать. Он говорит, что просто поддерживает морально и что строительство моста идет хорошо. Командир подтверждает это и говорит, что через несколько часов они начнут вторжение. Вдруг кто-то говорит, что на другой стороне реки кто-то есть. Она думает, что это просто разведчик, и ей все равно, потому что уже слишком поздно возвращаться в королевство и докладывать о происходящем. Внезапно в строящийся мост попадает дерево. Оно полностью разрушает его, шокируя командира, которая не понимает, что происходит. Но присмотревшись, она замечает Розу на другой стороне и зовет ее по имени. Роза улыбается, думая, что она должна была только разведать обстановку, но ей удалось задержать вторжение на несколько дней. На следующий день Усада следует указаниям Роуз и доставляет письмо. Но он замечает, что все смотрят на него и обсуждают. Он не понимает, почему, ведь он не взял с собой Блурина. Но все удивляются, почему Усада идет, а не бежит. Затем он встречает пожилую женщину, которая спрашивает, где Блурен и хочет ли он купить фрукты. Усада подтверждает это и говорит, что заберет их на обратном пути. Наконец он находит место на карте и заходит внутрь. К нему подходит девушка и, заметив его одежду, спрашивает, не он ли недавно присоединился к спасателям. Усада подтверждает, но она перебивает его, говоря, что ее брат уже назвал ей его имя. Но каждый раз, когда она пытается угадать, она ошибается. Усада называет свое имя, и она представляется как Юру Флор, сестра Орги. Она приглашает его в клинику, и Усада спрашивает, где Орги. Она говорит, что он внутри, осматривает пациента и убеждает Усада заглянуть внутрь. Усада не знает, стоит ли им это делать, но она говорит, что Орги нужно сосредоточиться. Они смотрят, как Орги использует свою исцеляющую магию на ребенке, и Усада замечает, что цвет его магии исцеления яркий и ровный, а не темный, как у него. Орги заканчивает исцелять ребенка, который встает и говорит матери, что больше не чувствует себя больным. Мать благодарит Орги, но ребенок спрашивает, почему на них смотрит. Заметив Усада, Орги заканчивает осмотр, и они разговаривают. Орги благодарит его за доставку письма Роуз, но Усада отмахивается, говоря, что всегда хотел побывать в клинике. Юру спрашивает, как дела у остальных в отряде. Он подтверждает, что это всегда одно и то же, и она смеется, вспоминая, как скучает по ним. Орга начинает читать письмо, а Уруру рассказывает, что они с братом не смогли справиться с тренировками. Ей до сих пор стыдно, потому что Роуз вложила в них все силы, но ничего не вышло. Сначала все были воодушевлены, но тренировки оказались такими тяжелыми, что они начали бояться Роуз. Она упоминает, что Роуз тогда была в отчаянии. Уруру не понимает этих слов, но Орга объясняет, что сейчас Роуз кажется гораздо счастливее. Он думает, что это только потому, что она нашла себе новую боксерскую грушу. Вдруг кто-то приходит в клинику и просит Огру помочь.
потому что кто-то упал с крыши во время ремонта и ранил еще двоих. Уруру присоединяется к брату и сестре, и они идут на место происшествия. Орга считает, что им нужно срочно оказать помощь, и просит Уруру позаботиться о ком-нибудь. Они быстро бегут к пациентам, и Уруру лечит парня со сломанной кровоточащей ногой. Он думает, что раньше лечил только легкие травмы у себя, Огра и Сузиума. Но если начнется война, ему придется лечить более серьезные травмы прямо в бою. Он знает, что готовился к этому моменту, но все еще не уверен. Орга замечает это и говорит ему успокоиться. Он объясняет, что неважно, кого и где он лечит, потому что у него есть сила исцелять. Он говорит Уруру, что верит в него, и Уруру вспоминает, как Кадзуки говорил, что Роуз верит в него. Он наконец-то решается и тоже начинает верить в себя. Он сосредотачивается на своей магии и быстро исцеляет ногу раненого парня. Возвращаясь в клинику, Орга благодарит его за помощь, но Усада не уверен, что справился с задачей. Юруру подтверждает это, говоря, что пациент был удивлен, что не чувствует боли. Орга просит Усада зайти в клинику, когда у него будет время, и помочь им. Усада соглашается и уходит. Прощаясь, Юруру говорит, что Орга выглядел круто, когда давал Усада советы. Затем он рассказывает, что письмо Роуз – это призыв присоединиться к войне против армии Повелителя Демонов. Он объясняет, что Усада не имеет боевого опыта и может полагаться только на свои способности. Юруру понимает, что война вот-вот начнется, и ему становится грустно. Тем временем Усада удается забрать фрукт у старушки, но его останавливает девушка с лисьими ушами. Он спрашивает, не потерялась ли она. Она отвечает, что он единственный, кто ее видит, и единственный, кто может изменить будущее. Он замечает, что глаза девушки меняют цвет, и начинает видеть образы войны. В этих образах армия Повелителя Демонов побеждает. Он видит, как Сюзуми и Кадзуки погибают от рук Черного Рыцаря. Усата возвращается в реальность потрясенный, а девушка говорит, что он должен отплатить ей в будущем. Усата бессознательно смотрит в небо. Он возвращается в настоящее и просит девушку подождать. Он бежит за ней, пытаясь понять, что он только что видел. Он не понимает, почему Инуками и Кадзуки проиграли в битве. Он решает спросить об этом девушку, но теряет ее из виду. Девушка прячется в здании. Она надеется, что Усада что-нибудь сделает, чтобы изменить будущее. Усада спрашивает Томаса охранника, не видел ли он девочку-лисицу, которая пробежала по улице, но охранник говорит, что не видел. Усада знает, что девочка не могла далеко уйти, ведь она совсем маленькая. Он расстроен, что потерял ее из виду, и шум привлекает внимание Розы. Томас возвращается на свой пост, увидев Розу, и Усада не удивляется, он все еще боится ее, потому что понимает почему. Это злит Розу, она закрывает Усада лицо руками и трясет его как тряпичную куклу. Усада кричит от боли, и Роза просит его повторить то, что он сказал. Усада говорит, что ничего не говорил, и спрашивает, где она была. Она отпускает его и говорит, что просто ненадолго отлучилась, чтобы разведать обстановку на границе. Она говорит, что пошла на разведку, потому что армия Повелителя Демонов пыталась пересечь реку, строя мост. Усада думает, что скоро начнется война, но она говорит, что разрушила мост, так что пока все в порядке. Усада спрашивает, где она была на разведке, и она злится. Она хватает его за голову и снова трясет, а Усада умоляет о пощаде. На обратном пути в королевство Усада рассказывает Розе о девочке-лисице, и Розе кажется, что она ее знает. Усада спрашивает, знает ли она девочку-лисицу, но Роза говорит, что не знает ее лично. Она рассказывает, что девочка появилась в деревне 2 года назад, ей было около 12 лет. Роза удивилась, что она смогла добраться до деревни одна, избежав по пути всех похитителей и бандитов. Усада удивлен этим, но Роуз говорит ему, что полулюди очень ценны для похитителей. Полулюди ценятся не только из-за их необычной внешности, некоторые из них владеют редкой магией. Усада спрашивает, включает ли это умение показывать видение, и Роуз спрашивает, что за видение он видел. Усада удивляется, как он мог это увидеть. Он говорит Роуз, что это было похоже на кошмар, который показал ему будущее, которое, как он надеется, никогда не наступит. Роуз говорит ему, что некоторые зверолюди могут предвидеть будущее, но они очень редки. Она говорит, что таких зверолюдей обычно хорошо охраняют в зверолюде. Она спрашивает, почему он вдруг заинтересовался зверолюдьми, и он отвечает, что прочитал об этом в книге. Усада спрашивает, не является ли девушка-лиса одним из зверолюдей, которые могут видеть будущее. Роуз идет по дороге, по которой они обычно возвращаются домой, и Усада спрашивает, куда она идет.
Она говорит, что идет к королю Ллойду и просит его вернуться первым. Роуз докладывает королю, и он извиняется за то, что подверг ее опасности. Он благодарит ее за то, что она задержала врага, но она говорит, что они будут строить новый мост, который скоро будет готов. Король знает, что они построят новый мост и в конце концов начнут вторжение. Он решает сообщить солдатам и горожанам о предстоящем вторжении. Он приказывает Серджио начать подготовку, а Сиглис сообщить Сузуну и Кадзуки, что он хочет поговорить с ними до конца ночи. Сузун и Кадзуки получают приглашение от короля и направляются в тронный зал. Кадзуки недоумевает, зачем их вызвал король, но Сузу понимает, что их позвали из-за надвигающегося вторжения. Они сталкиваются с Селией, и Сузу приветствует ее. Селия отвечает на приветствие, а затем здоровается с Кадзуки. Кадзуки смущенно бормочет что-то в ответ. Она говорит им, что они должны встретиться с ее отцом, потому что он их ждет. Сузу говорит, что они увидятся с ним позже. Они направляются в тронный зал, и Сузу спрашивает Кадзуки, не случилось ли чего между ним и Селией. Кадзуки отрицает, что между ними что-то было, и Сузу ему верит. Они подходят к двери в тронный зал, и их пропускают внутрь. Тем временем Тонг храпит на своей кровати, а Юдзата не может уснуть из-за видения. Он не уверен, что сможет изменить его, ведь это видение будущего. Он вспоминает, что девушка сказала ему, что он может изменить будущее, и задается вопросом, действительно ли он может это сделать. Теперь он убежден, что девушка хочет, чтобы он изменил будущее, но не знает, как это сделать. Вдруг в окно проникает свет, и он выглядывает наружу, чтобы увидеть, как за окном танцуют какие-то шары. Он так удивлен, что думает, что это призрак. Шары внезапно исчезают, и он встает с кровати, чтобы проверить окно. Он выглядывает и видит Кадзуки, который стоит снаружи и машет ему. Он выходит, чтобы встретить его, и извиняется за то, что пришел так поздно. Кадзуки говорит, что не стоит беспокоиться, ведь ему все равно не спится. Юдзата говорит, что не может уснуть из-за своей репутации героя, но Кадзуки выглядит расстроенным. Усата спрашивает его, почему у него такое мрачное лицо, и Кадзуки отвечает, что их вызвал король и сказал, что скоро им придется сражаться с армией повелителя демонов. Кадзуки ожидал этого и не удивился, а Сузуне, похоже, не терпится вступить в бой. Но когда Кадзуки представил себя в бою, он не смог уснуть и ушел из замка, чтобы встретиться с Усата. Он говорит Усата, что сбежал, потому что слишком боится сражаться. Он говорит Усата, что когда он впервые по-настоящему сражался с монстрами, то очень испугался, и у него от страха даже ноги подкосились. Монстры оказали серьезное сопротивление, и когда Кадзуки наконец победил их, он понял, как легкомысленно относился ко всему. Он знает, что армия повелителя демонов нападет на него со всей своей мощью, и это его пугает. Он знает, что люди королевства рассчитывают на него, но он не может с этим смириться. Усата говорит Кадзуки, что он крутой парень, потому что всегда знает, что делать, и никогда не боится. Кадзуки отвечает, что он боится, и Усата говорит, что это понятно, потому что ожидания людей были для него тяжелым бременем. Усата говорит, что ему не обязательно соответствовать этим ожиданиям. Он говорит, что иногда можно ставить себя на первое место. Кадзуки спрашивает Усата, что он думает о предстоящем вторжении, и Усата отвечает, что пойдет сражаться, чем удивляет его. Он говорит Кадзуки, что хочет спасти тех, кто будет сражаться с армией повелителя демонов. Кадзуки спрашивает, не боится ли он. Усата отвечает, что боится, но это не меняет его решение. Кадзуки говорит ему, что его решение может привести к смерти. Он говорит Усата, что его втянули во все это случайно. Усата говорит ему, что хоть он и попал сюда случайно, но многое пережил и встретил людей, которые его приняли. Он говорит Кадзуки, что хочет помочь этим людям, и он, очевидно, один из них. Он говорит Кадзуки, что неважно, будет он сражаться или нет, он всегда будет его другом. Кадзуки дает себе пощечину, чтобы собраться с силами. Он говорит Усата, что был глупцом, и решает сражаться, чтобы защитить Ята и Сузу. Он говорит Усата, что даже если он не сможет сражаться как герой, он все равно будет сражаться, потому что хочет помочь своим друзьям. Усата спрашивает его, уверен ли он в своем решении, и Кадзуки говорит ему, что он не может просто сидеть сложа руки после того, как Усата решил сражаться. Он говорит Усата, что пойдет вперед и будет использовать свой страх как мотивацию для борьбы. Усата спрашивает его, уверен ли он, и Кадзуки говорит, что когда он думает о том, что они сражаются вместе с ним, он чувствует себя увереннее. Усата рад это слышать, и они оба решают сражаться вместе, чтобы защитить королевство и всех, кого они любят. Кадзуки очень рад, что встретил Усата, и благодарит его за все. Он желает Усата спокойной ночи и направляется обратно в замок. Усата рад, что смог помочь. Кто-то подходит к нему, когда Кадзуки уходит, но Усата не видит его. Он собирается вернуться в комнату и лечь спать,
но Сузуюн подшучивает над его дружбой с Кадзуки. Усата просит ее перестать, потому что он очень хочет спать, но она удивлена, что его не интересует, зачем она пришла к нему. Усада говорит ей, что он уже понял, что она заметила странное поведение Кадзуки, поэтому пошла за ним, чтобы узнать, куда он направляется. Сузун говорит, что он прав, и ей не нужно ничего делать, потому что Кадзуки сам совсем разобрался. Усада говорит, что он все еще сомневается, стоит ли позволять Кадзуки сражаться. Сузун хватает его за плечи и спрашивает, не должна ли она тоже сражаться. Он говорит, что у нее другая ситуация, потому что она уже решила жить в этом мире. Сузун соглашается с ним и решает вернуться в замок, потому что завтра будет очень много дел. На следующий день король объявляет, что армия повелителя демонов была замечена у границы и скоро нападет на королевство. Он говорит солдатам, что их план – перехватить их на равнине. Он напоминает солдатам, что они уже успешно отразили нападение армии повелителя демонов. Он говорит, что армия усилилась, и в этот раз будет нелегко их победить. Он говорит, что они тоже стали сильнее, потому что теперь у них есть Сузуни и Кадзуки, которые присягнули им на верность. Он говорит, что у них также есть спасательный отряд, который сыграл важную роль в их прошлой победе. Он говорит людям, что не волнуется, потому что уверен, что они победят, ведь у них есть бесстрашные солдаты. Он говорит солдатам, что они будут сражаться на следующий день и обязательно победят. Речь короля воодушевляет солдат, и Усада доволен этим. Кадзуки идет в комнату Селии, и ее служанка впускает его. Он извиняется перед Селией за то, что пришел без предупреждения, и она говорит, что рада его видеть. Она знает, что он отправляется на битву, и он говорит ей, что уедет на следующий день. Она говорит, что будет молиться за его безопасность, а он обещает защитить страну от армии повелителя демонов. Он говорит, что вернется к ней, и она желает ему удачи, надеясь, что он вернется целым и невредимым. Усуда ведет Уруру посмотреть на его Блурина. Он выглядит таким милым, что ей хочется его погладить. Усуда говорит, что Блурин может не позволить ей его погладить, но она отвечает, что хорошо ладит с животными. Она протягивает руку, чтобы погладить его, но Блурин шлепает ее по руке, что ее удивляет. Усата объясняет, что Блурин не любит новых людей. Она пытается снова, но получает отказ. Кукуру прыгает ей на плечо, и она думает, что это ее успокоит, но он встает на сторону Блурина, и она расстроена, не понимая, почему ей везде отказывают. Орга пытается занести багаж в дом, но не может поднять его, и Ята спешит ему на помощь. Он извиняется за доставленные неудобства, но Ята говорит, что не стоит беспокоиться. Он говорит Ята, что Юру очень нервничает, потому что впервые участвует в битве и пытается справиться с этим, общаясь с животными. Вдруг Тон открывает дверь и говорит, что капитан хочет видеть его в своей комнате. Усуда раньше не вызывали к ней, и он думает, что она наконец-то собирается замучить его до смерти. Усуда стучит в дверь Роуз, и она разрешает ему войти. Она держит на столе коробку, и Усуда подходит к ней. Он спрашивает, зачем она его искала, и она отвечает, что им нужно поговорить. Она спрашивает его, помнит ли он свою роль на поле боя, и он рассказывает ей, что должен был делать. Она говорит, что он прав, но в начале сражения они не будут придерживаться этой стратегии. Она говорит, что Тонг и другие будут отводить раненых в тыл, чтобы их могли вылечить Уруру и Орга. Усада спрашивает, почему они не будут на передовой, и она отвечает, что не хочет, чтобы они были легкой мишенью, потому что в начале сражения раненых будет немного. Она говорит, что когда они окажутся на передовой, ему не нужно будет лечить всех подряд. Усада думает, что она говорит о врагах. Она говорит, что ему не нужно лечить всех, кого он видит. Она спрашивает, что будет, если он вылечит кого-то, кто все еще сражается, и он понимает, что просто будет мешать бойцу. Она говорит, что он должен использовать свою интуицию, чтобы решить, кого лечить в первую очередь. Она протягивает ему коробку и говорит заглянуть внутрь. Он снимает крышку и видит свою форму спасателя. Роуз говорит, что она шита так, чтобы выделяться на поле боя, и просит его надеть ее. Усада с радостью надевает ее, и Роуз говорит, что она ему идеально подходит, потому что он занимался спортом. Роуз строго предупреждает его, что целители не бессмертны и что он ни при каких обстоятельствах не должен относиться к своей жизни легкомысленно. Он говорит, что уже знает это и не собирается умирать. Она говорит, что слова ничего не значат, но она видела, как люди говорили то же самое и погибали в бою. Она говорит ему, что он тоже должен выжить, несмотря на то, что он в отряде спасателей. Она говорит, что если он будет жертвовать собой, она сама его убьет, прежде чем это сделает враг.
Он обещает выжить и спасти всех вокруг. Она спрашивает, сможет ли он это сделать, и он напоминает ей, что она сама сказала ему всегда говорить то, что он думает. Она говорит ему, чтобы он не забывал своих слов, и он благодарит ее. Он выходит из комнаты и вспоминает свое видение. Он не знает, было ли это будущее, которое он видел, но он знает, что не может позволить Казуки или Сузуни погибнуть в бою. Армия направляется на поле битвы. Амака не очень довольна тем, что дорога занимает так много времени. Тонг говорит ей, что у них нет выбора, потому что им нужно уйти подальше от замка, чтобы сразиться с демонами. Амака понимает, но Орга тоже не в восторге от путешествия. Юсада просит Роуз рассказать ему о демонах. Она говорит ему, что демоны – это полулюди с необычно большими рогами. На первый взгляд они похожи на людей, но они сильнее и владеют магией. Она говорит, что командиры демонов очень могущественны, но обычные солдаты-демоны – ничто. Она спрашивает, пугает ли его мысль о демонах, но он говорит, что все в порядке, потому что он знает кое-кого страшнее демонов. Роуз впечатлена тем, как далеко он продвинулся, несмотря на обстоятельства. Юсада говорит ей, что он просто делает все возможное, чтобы доказать, что она ошибается. Это злит Роуз, и Юсада поднимает руки, думая, что она ударит его, но она не отвечает. Роуз вспоминает свой предыдущий отряд и чувствует ностальгию. 5 лет назад Роуз шла к королевскому залу. Король выступал перед солдатами и рассказывал им о демонах, замеченных в небе над городом. Он сказал, что нападение демонов – это лишь вопрос времени. Он решил назначить охрану для торговцев, которые путешествуют по небу. Он сказал, что охрана будет приставлена к солдатам ниже звания генерала. Он предупредил, что если начнется бой, то нужно бежать, потому что демоны сильнее людей. После инструктажа Сиглис спросил Роуз, что, по ее мнению, замышляют демоны. Она сказала, что он понятия не имеет, но она догадывается, что они готовятся к вторжению. Сиглис спрашивает, есть ли у них средства, и она говорит, что есть вероятность. Сиглис говорит, что он готов мобилизовать войска в любой момент, но она говорит, что это будет пустой тратой времени. Она говорит, что им нужно быть готовыми к мобилизации в любой момент, а он говорит, что она слишком напряжена. Они расходятся, и Роуз решает последовать его совету. Сова, ее подчиненная, окликает ее, пока она обдумывает свою стратегию, но Роуз погружена в свои мысли и не отвечает. Сова продолжает приставать к ней, и Роуз теряет терпение. Она бьет сову по голове и велит ей замолчать. Сова жалуется, что Роуз чуть не расколола ей голову, как кокосовый орех, своей грубой силой. Роуз велит ей замолчать, когда видит, что другие люди думают, и сова понимает, что она злится. Она говорит Роуз, что не думала, что демоны появятся, и Роуз дает ей 2 оплеухи. Она говорит, что сове не следует подслушивать секретную информацию. Она говорит, что ей нужно научиться следовать правилам. Сова спрашивает, что задумали демоны, и Роза отвечает, что никто не знает. Сова говорит, что им нужно только прогнать демонов, если они нападут, а Роза предупреждает, что демонов нельзя недооценивать. Сова говорит, что она их не недооценивает, но Розу это не убеждает. Сова говорит Розе, что она должна следовать этим принципам, и Роза решает понаблюдать за ее тренировкой. Сова пытается отговорить ее. Она говорит, что не хочет ее отвлекать, ведь теперь она командир. Они приходят в казарму, и все приветствуют Розу, капитана и Сову, ее заместителя. Они замечают, что сова выглядит бледной, и спрашивают, почему. Сова пытается это скрыть, но Роза говорит, что собирается переучить их всех, и все злятся на сову. Они думают, что сова что-то сказала Розе, и она решает, что это ее подарок им, потому что они расслабились. Они начинают издеваться над совой, а Роза уходит, не обращая внимания. Сова просит ее вмешаться, но Роза говорит, что это не ее дело. Через неделю король вызывает Розу на личную встречу, и они встречаются на балконе. Он говорит, что демоны напали на других монстров на их территории. Очевидцы видели, как группа обученных солдат-демонов совершила это нападение. Роза удивлена, что нападение было спланировано и скоординировано. Она начинает подозревать неладное, и король просит ее выяснить причину действий демонов. Он разрешает ей применить силу, если возникнет необходимость. Она уверена, что не будет действовать жестко, если в этом не будет необходимости, и благодарна ему за доверие. Она обещает, что все пройдет хорошо. Позже она собирает свой отряд и говорит, что они отправятся в темноту Лингера. Она говорит, что они отправятся в путь на следующий день. Один из солдат спрашивает, сколько демонов они встретят, и она говорит, что видела около 30. Другой солдат считает, что сражаться с 30 демонами будет проблематично. Сова пытается подбодрить отряд, но они все еще злятся на нее за то, что она заставляла их тренироваться всю прошлую неделю. Она говорит, что тренировки помогли им подготовиться к миссии, но они бросают в нее несколько предметов. Роуз решает оставить кота дома. Кот может учуять монстров, и она знает, что это может быть полезно,
но не хочет, чтобы демоны напали на него. Она не хочет подвергать кота опасности. Сова подбегает к ней, чтобы защитить, и солдаты перестают ее бить. Роуз говорит, что для миссии им нужно быть в лучшей форме, поэтому она пойдет с ними. Солдаты воодушевляются, потому что знают, что с Роуз их никто не остановит. Они знают, что им не нужно беспокоиться о том, что они могут пострадать, потому что Роуз всегда их вылечит. Они решают выложиться на полную ради миссии. Сова снова подбадривает отряд, и на этот раз они воодушевляются. Роуз говорит им прекратить болтовню и начать готовиться. На следующий день они отправляются на задание. Они обыскали Лингер, но не нашли ни одного демона. Когда наступает темнота, они разводят костер. Сова говорит им, что на следующий день они будут обыскивать западную часть леса. Солдаты знают, что западная местность не очень удобна для поисков, поэтому Сова говорит, что лошадей придется оставить. Солдат говорит, что им нужно сначала обыскать те места, куда можно добраться на лошадях, но Сова говорит, что она уверена, что на западе что-то есть. Солдаты решают последовать ее совету. Она говорит им, что нужно по очереди дежурить, пока остальные спят, но они все равно засыпают. Роуз заступает на дежурство первой и говорит Сове, чтобы та тоже поспала. Пока все спят, Роуз замечает, что Сове не спится. Она предлагает усыпить ее, и Сова удивляется, ведь она заметила, что сама не может уснуть. Сова садится рядом с ней у костра, и Роуз решает довериться ей. Она спрашивает Роуз, почему та выбрала ее заместителем командира. Роуз говорит, что она ничем не выделяется среди остальных солдат. Роуз понимает, что Сова считает себя недостойной этой роли. Сова говорит Роуз, что ей не нужен заместитель, потому что она сама совсем справляется. Роуз говорит, что кто-то должен выполнять рутинную работу, и у нее это хорошо получается, потому что никто на нее не жалуется. Сова говорит, что это потому, что она много работает, и Роуз говорит, что если она будет продолжать в том же духе, то может стать командиром. Роуз напоминает ей, что теперь, когда она командир батальона, она не может оставаться командиром отряда. Сова возражает, что она не может стать командиром, потому что тогда все в отряде начнут убивать друг друга. Она говорит Роуз, что ее побьют, и Роуз разочарована тем, что Сова не верит в отряд. Сова говорит, что не хочет, чтобы она уходила из отряда, и Роуз раздраженно вздыхает. Сова говорит, что она никогда не выполняет приказы, с которыми не согласна, и всегда делает то, что считает правильным, даже если все остальные против. Она говорит Роуз, что заставит замолчать любого, кто с ней не согласен, и Роуз отвечает, что она славится этим. Она говорит, что слышала историю о солдате, который был настолько упрям, что не подчинялся приказам генерала. Именно тогда в жизни Совы появилась Роуз. Сова думала о том, чтобы сделать то же самое и не подчиняться приказам Роуз, но ничего не получалось. Каждый раз, когда она не слушалась, Роуз ставила ее на место, и ей ничего не оставалось, кроме как выполнять приказы. Тогда Сова решила, что не будет подчиняться Роуз. Она решила пройти через ад тренировок, чтобы доказать свою правоту. Роуз помнит, что Сова вдруг стала мотивированной, но не помнит, чтобы обращалась с ней как-то иначе. Сова говорит, что стала мотивированной, потому что Роуз не прогнала ее и не отвернулась от нее. Другие капитаны обычно уставали от нее и отворачивались, но Роуз продолжала смотреть ей в лицо. Сова говорит, что это раздражало, но она чувствовала себя счастливой и была уверена, что другие солдаты тоже счастливы. Она говорит Роуз, что никто другой не может быть их капитаном, потому что никто другой не понимает их так, как она. Роуз подходит к ней и шлепает по голове. Она говорит, чтобы Сова выросла и перестала во всем полагаться на нее. Сова удивлена ее реакцией на ее искреннее признание. Роуз говорит, что не возьмет на себя ответственность, если кто-то не будет соответствовать ее требованиям. Она говорит Сове, что не выбрала бы ее в вице-капитаны, если бы победила. Она поняла, что Сова никогда не сдается, если приняла решение, и всегда остается сильной, несмотря ни на что. Она знает, что эти качества вдохновляют окружающих на новые свершения. Она говорит Сове, что нужно просто быть собой, и люди будут следовать за ней без вопросов. Сова удивлена, что Роуз думает, что люди будут следовать за ней, но Роуз удивлена, что Сова не знает, насколько она харизматична. Роуз говорит ей, что перемены – это единственное, что постоянно в этом мире. Она говорит, что нужно принимать перемены и двигаться вперед, несмотря ни на что. Она говорит, что ничто не изменит того факта, что она была их капитаном. Она говорит, что Сове не нужно беспокоиться. Роуз решает немного поспать, и Сова предлагает подежурить. Роуз говорит остальным солдатам, чтобы они тоже поспали, и Сова удивляется. Они говорят ей, что доверяют ей руководить ими в отсутствие Роуз. Они говорят, что не ненавидят ее и всегда слушаются ее приказов, когда это важно. Они говорят, чтобы она не волновалась, и она смущается. Она гоняется за ними, а Роуз тайком улыбается. На следующий день они поднимаются на небольшую гору, и один из солдат замечает следы демонов.
Он сообщает об этом Роуз, и они идут проверить. Солдаты понимают, что демоны охотятся на монстров, и задаются вопросом, почему они охотятся на монстров, а не на людей. Сова знает, что за этим должна быть какая-то причина, но вдруг они слышат громкий рык из леса. Роуз говорит им приготовиться к бою, и они бросаются в лес. Они видят демонов на поляне. Они только что убили светящегося волка и уже собирались уходить. Они прячутся за кустами, но главный демон чувствует их присутствие и сообщает остальным. Они выходят из укрытия, и Роуз приказывает сове пока не двигаться. Роуз выходит вперед и спрашивает демона, что он делает на их территории. Обе стороны напряжены и готовы к бою. Демон говорит, что ему не нравится его задание, но в долгосрочной перспективе оно выгодно для них. Она спрашивает, в чем заключается его задание, но он не отвечает. Она говорит, что он может избежать драки, если убежит, но он злится на ее высокомерие. Демон видит, что Роуз сильна, но не может позволить ей уйти, потому что она знает об их задании. Демон обещает убить их. Роуз оставляет сову за главного, потому что ей предстоит сразиться с главным демоном. Демон знает, что только один из них выживет, и Роуз бросает ему вызов, предлагая сразиться с ней. Они вступают в бой, и сова ведет остальных солдат против низших демонов. Демон создает щит из ветра и атакует Роуз, но она уклоняется. Она подходит ближе и пытается ударить его, но его щит блокирует удар. Демон удивлен, что она смогла уклониться от его атаки и пытается применить дзюцу, но Роуз останавливает его ударом ноги. Он блокирует удар, но она наносит еще один. Роуз получает ранение и оставляет свою команду на попечение Пилу, чтобы сразиться с демоном. Демон пытается спрятаться в первом ряду и напасть из-под тишка, но Роуз в конце концов находит его. Она бросает в него огромное дерево, чтобы преградить ему путь, а затем бросает еще несколько, но он защищается. Она обрушивает на него еще одно дерево, но он прорубает его насквозь. Роуз продолжает атаковать, но его щит отражает все ее удары. Он впечатлен ее силой и говорит, что она самая могущественная из всех людей, с которыми он когда-либо сражался. Неожиданно он окружает ее лезвиями ветра, но она проходит сквозь них, и он с удивлением видит, что у нее есть исцеляющая магия. Она снова атакует его, но он блокирует удар. Теперь он видит, что она настоящая воительница, и решает представиться как Нера. Он призывает свой меч из бездны и клянется, что покончит с Роуз. Роуз говорит, что она выбьет из него все дерьмо, прежде чем это случится. Начинается ожесточенная битва между ними. Солдаты Роуз думают, что демоны очень сильны, но понимают, что они сильнее. Они могут одолеть некоторых демонов, пока побеждают остальных во имя своего капитана. Роуз все еще сражается с Нера. Он пытается ранить ее мечом, но она блокирует удар и отпрыгивает назад, чтобы увеличить расстояние между ними. Она видит, что меч проклят, и решает сделать все возможное, чтобы не попасть под удар. Нера бросается на нее, но она блокирует его атаку и отвечает ударом. Она наносит еще один удар, от которого он отлетает к другим демонам. Роуз следует за ним, но она удивлена, увидев, что он сидит на земле, потому что знает, что ее удар был не очень сильным. Она приказывает ему встать, и он смеется над ее дерзостью. Лидер демонов злится, что их охота на монстров провалилась. Вид безжизненных тел его подчиненных не доставляет ему удовольствия. Он решает похвалить солдат Роуз за их храбрость и признается, что они самые сильные противники, с которыми он когда-либо сталкивался. Роуз благодарит его за комплимент, но он говорит ей, что у людей больше нет героев, обладающих исключительной силой, и это ее удивляет. Роуз спрашивает, неужели демоны думали, что смогут победить людей, потому что у них больше нет героев. Она говорит ему, что нельзя так недооценивать людей. Он понимает, что люди теперь стали самым большим препятствием на пути демонов к их главной цели. Роуз спрашивает, в чем заключается их главная цель, и Нера отвечает, что скоро закончится эпоха, когда демоны боялись людей. Он говорит, что скоро снова появится король демонов. Он говорит, что будет жесток и беспощаден к людям, но останется милосердным к демонам. Тело Нера окутывает красно-черная аура, и Роуз удивляется. Он говорит ей, что король демонов обещал им победу, но в этот момент он должен будет забрать ее жизнь, чтобы король смог принести мир их народу. Демоны больше не боятся смерти за свое дело. Одна из солдат Роуз ранит демона мечом, но это не причиняет демонам вреда. Демон нападает на нее, и она удивляется, откуда у него столько сил. Он говорит ей, что демоны утащат их с собой, независимо от состояния их тел. Роуз пытается броситься ей на помощь, но Нера нападает на нее. Демон убивает одного солдата, к удивлению остальных, и Роуз тоже в шоке. Они не понимают, как демоны могут двигаться после того, как их вырубили. Демоны убивают солдат одного за другим, и они понимают, что демонам уже плевать на их жизни.
Один из солдат пытается успокоить остальных, но они слишком напуганы, чтобы слушать. Демоны продолжают убивать солдат, и Роуз понимает, что не сможет помочь им вовремя. Нера говорит ей, что ему придется превратиться в настоящего демона, чтобы победить ее. Нера заставлял своих людей покончить с собой, одновременно отвлекая Роуз, поставив ее солдат в затруднительное положение. Роуз бросается на него, чтобы убрать с дороги, но он уклоняется от ее атак и ранит ее мечом. Удар приходится прямо в глаз, и Нера говорит, что может предсказать ее движение за километр. Роуз говорит, что это всего лишь царапина, но когда она пытается использовать исцеляющую магию, у нее ничего не выходит. Нера говорит, что его меч нейтрализует любую магию, накладывая временное проклятие на все, что он ранит. Он говорит, что ее исцеляющая магия не подействует на ее раны. Ее солдаты зовут ее и умоляют использовать исцеляющую магию, чтобы вылечить их раны, но она бессильна. Роуз пытается сразиться с Нера, но он легко уклоняется от ее атак. Он говорит ей, что она не в том положении, чтобы сражаться, потому что у нее плохое зрение и она не в лучшей форме. Он говорит, что собирается покончить с ней, и Роуз видит, что у нее нарушена координация движений. Она покоряется своей судьбе, и Нера опускает на нее свой меч. Внезапно откуда-то появляется сова и принимает удар на себя, что удивляет Роуз. Роуз оглядывается и видит, что ее солдаты лежат на земле бездыханными. Она вспоминает, как они обещали сражаться вместе с ней, потому что она делала их непобедимыми. Они так верили, что она сможет исцелить их раны, если они будут ранены, поэтому они обещали выложиться на полную. Роуз понимает, что они верили, что с ней они будут в безопасности и она их защитит. Она удивляется, почему сова не бросился спасать ее. Она уверена, что если бы он это сделал, то ее бы не убили. Роуз понимает, что она слишком слаба и слишком полагается на свои способности. Нера говорит ей, что никогда не забудет потери с обеих сторон, чтобы почтить ее память. Он решает покончить с ней, но она перехватывает его алый меч, что его удивляет. Роуз наносит ему мощный удар в лицо, от которого он падает на одно колено. Она говорит ему, что он не может помнить ее солдат, потому что ничего о них не знает. Она наносит ему еще несколько ударов, от которых он отлетает в сторону. Она злится, что он пожертвовал своими людьми в самоубийственной атаке. Он пытается убежать, но она хватает его и несколько раз ударяет об землю. Она говорит ему, что он не имеет права сочувствовать ей, потому что не ценит своих людей. Она подбрасывает его в воздух и сбивает с ног, но сама бросается к нему и бьет кулаком, прежде чем он успевает упасть. Она бросает ему свой алый меч, который пригвождает его к дереву. Она обещает убить его, но из леса внезапно выходит маленькая девочка-демон по имени Амелия и предлагает помочь Нера, что удивляет Роуз. Нера удивлен, что она показалась после того, как он велел ей прятаться. Она говорит, что не может просто оставить его, и Роуз удивляется, что один из его подчиненных спасает его, как сова спасла ее даже после того, как он пожертвовал остальными. Амелия помогает Нера подняться, и они уходят, но Роуз останавливает их. Амелия оборачивается, и Роуз видит в ней сову и ничего не может сделать, пока та уводит Нера в безопасное место. Роуз так зла, что в отчаянии бьет кулаком по земле. Сова шепчет ее имя, и она подползает к ней. Роуз говорит, что она пришла, чтобы исцелить ее, но сова знает, что ее целительная магия не поможет, потому что рану нельзя исцелить. Роуз говорит, что они не узнают, пока не попробуют, но когда они пробуют, ничего не выходит. Сова говорит, что не стоит беспокоиться, потому что она не жалеет о том, что сделала. Она была горда сражаться бок о бок с Роуз, и Роуз не хочет отпускать ее. Сова говорит, что они все чувствовали то же самое. И она говорит, что Роуз всегда должна оставаться их капитаном, которого они любят и которым восхищаются. Роуз обещает, что не даст ей погибнуть, и сова гордится, что она их капитан. Она делает вдох, и Роуз опустошена смертью всех своих солдат. Роуз возвращается в деревню и сообщает королю, что король демонов скоро восстанет, как и предсказывал Нера. Она говорит, что их экспедиции по охоте на монстров как-то связаны с воскрешением короля демонов. Она заканчивает свой доклад и просит короля об одолжении. Она хочет, чтобы ее освободили от обязанностей командира батальона и рыцаря. Король спрашивает, действительно ли она этого хочет. Она говорит, что больше не достойна быть рыцарем, и уходит из тронного зала. Король смотрит, как она, хромая, выходит из комнаты. На улице ее останавливает пара, спрашивая, не капитан ли она Роуз. Она подтверждает, что это она, и они говорят, что их сын был под ее командованием. Они называют имя сына, и она вспоминает, как он лежал бездыханный на поле боя. Она сообщает им эту новость и говорит, что это ее вина, но они благодарят ее за то, что она вернула им сына, и они снова могут его видеть. Они говорят, что их сын был хулиганом, но после того, как он попал в ее отряд, он стал другим, и это ее удивляет. Они чувствуют себя обязанными ей.
Роуз возвращается на базу отряда и видит цветы, посаженные ее солдатами. Она видит, что их вещи разбросаны по всей базе, и ее охватывает печаль. Через месяц Сиглис приходит к ней, потому что знает, что король навещал ее. Она спрашивает, зачем король приходил к ней, и он отвечает, что это потому, что она уже месяц ни с кем не общается. Он спрашивает, пытался ли король вернуть ее на службу, но она отвечает, что король приходил к ней по той же причине, что и он. Они приходили убедиться, что она не присоединилась к демонам. Она говорит, что не против умереть, но Сигл подходит к ней и говорит, что пора перестать горевать. Она отвечает, что ему не стоит беспокоиться, потому что это была просто мысль, которая пришла ей в голову. Он отпускает ее и замечает, что ее раны, нанесенные алым мечом, заживают. Она говорит, что проклятие было временным, и он спрашивает, почему она не пытается вылечить свой правый глаз. Сигл оставляет ей кошелек и возвращается в замок. Роуз не вылечила ее правый глаз, чтобы доказать, что она виновата в гибели своих солдат. Она не хочет забывать их смерть и не хочет лишать себя жизни после того, как сова пожертвовала своей, чтобы спасти ее. Она думает, ради чего ей жить, и решает отомстить Нера. Она понимает, что так жить нельзя, и решает немного успокоиться. Она заходит в столовую и садится одна. Она пытается расслабиться, но слышит голоса своих солдат. Она открывает глаза и видит иллюзию своих солдат, которые собрались за обеденным столом и едят. Она видит, как они весело смеются, и разочаровывается в себе. Она думает, всегда ли была такой слабой, и как бы отреагировали ее солдаты, если бы увидели ее такой. Сова говорит, что Шио посмеялся бы над ней, потому что она не похожа на себя. Сова говорит ей, что все меняется, и она должна принять это и двигаться дальше. Она говорит, что ничего не изменится, что она была их капитаном, и просит ее больше не волноваться. Роуз повторяет это вместе с ней, и сова рада, что она помнит ее слова, сказанные той ночью в лесу. Она спрашивает, помнит ли Роуз, что она сказала ей тогда. Она напоминает ей, что она должна оставаться капитаном, которого они любят и ценят, и появляются другие солдаты. Они говорят ей, чтобы она перестала хандрить, и напоминают ей, кем она была раньше. Роуз понимает, что так сильно переживала из-за их смерти, что забыла, что ее солдаты всегда шли вперед, несмотря ни на что. Это заставляет ее плакать, и она обещает, что это в последний раз, когда она проявит слабость. Она просит их простить ее в последний раз и обещает больше не стоять на месте. Сова исчезает, услышав это, а Роуз поднимается на ноги. Она обещает остаться капитаном, которым они будут восхищаться, и срывает повязку с глаза. Теперь она знает, что должна сделать. Поскольку надвигалась война с королем демонов, и она была уверена, что многие солдаты погибнут, она решила создать организацию, чтобы спасать жизни и не допускать смертей. Она понимает, что ей понадобится 5 человек, включая 2 целителей и еще одного человека, похожего на нее. Того, кто не просто целитель, но может сражаться на поле боя и преодолевать любые препятствия. Роуз знает, что если она найдет такого человека, то сможет сохранить жизнь всем солдатам. Она говорит, что рада, что нашла его, и он так удивлен, что чуть не выпрыгивает из кареты. Роуз спрашивает, почему он так удивлен, и он отвечает, что удивлен ее словами. Она понимает, что он не знает, насколько он ценен. Она говорит, что не может просто заменить его любым другим обученным целителем. Она говорит, что он как ее клон, который будет бегать по полю боя, потому что только 2 из них могут использовать исцеляющую магию, чтобы превзойти свои физические возможности. Теперь Усада понимает, что она имеет в виду. Она говорит, что искала такого целителя, как он. Он мог делать то, что могла делать только она, и она уверена, что он выживет в битве. Усада рад это слышать, и она говорит, что они почти на месте. Демоны заканчивают строить мост и решают начать вторжение. Амелия обещает победить в битве ради своего господина. Она говорит своему главному помощнику, чтобы он развлекался сколько захочет, и он отвечает, что битва будет короткой, потому что они сражаются с обычными людьми. Амелия предупреждает его, чтобы он не недооценивал людей, потому что у них есть целители. Помощник удивляется, почему он должен опасаться людей, которые убегают, но она говорит, что они настоящие монстры. Помощник уверен, что ему понравится, и он наконец-то почувствует себя живым впервые за долгое время. Люди разбивают лагерь с несколькими баррикадами, чтобы защититься ночью. Некоторые солдаты стоят и разговаривают, другие спят. Рано утром Усада выходит из палатки, чтобы успокоиться, потому что сегодня день битвы. Инумаки внезапно окликает его и удивляется, что он тоже в костюме с розами. Усада спрашивает, почему она так рано вышла на улицу, и она отвечает, что просто вышла на утреннюю прогулку. Она поворачивается, чтобы показать ему свой доспех, и спрашивает, что он о нем думает. Усада не знает, что сказать, и она просит его похвалить ее доспех. Она решает рассказать ему больше о доспехе, хотя он не спрашивал. Она говорит, что доспех усиливает ее магию молнии, не мешая ей колдовать.
Она показывает, как двигается в доспехе, и Усада видит, что ей очень нравится, как он сидит на ней. Усада спрашивает, что ей больше нравится, носить доспех или красивую одежду, и она отвечает, что предпочитает красивую одежду, потому что дома выращивала кактусы, чтобы успокоиться. Усада говорит, что кактусы некрасивые, и она просит его стать ее утешением. Он отвечает, что уже потерял ее, но она говорит, что знает, что он просто скрывает свои чувства. Она просит его быть честным с самим собой и перестать быть солнечным оленем, но он пытается ее успокоить. Она настаивает, чтобы они были вместе, чтобы всегда могли делиться чувствами, но он умоляет ее остановиться. Он говорит, что люди общаются словами, но она отвечает, что иногда действия говорят громче слов. Она прижимает его к стене, потому что хотела что-то сделать, но Усада зовет Кадзуки, чтобы тот спас его. Кадзуки тут же появляется и удерживает Инумаки. Усада удивлен, что Кадзуки пришел ему на помощь, но Инумаки просит его отпустить ее. Кадзуки говорит, что Сиглис зовет их на собрание, и она отвечает, что ответит на его зов только после того, как разберется с Узада. Узада просит Кадзуки забрать ее, и тот соглашается. Кадзуки обещает вернуться и силой заставить Узаду утешить ее. Кадзуки прощается с ним, и Узада благодарит его за спасение. Узада смотрит на рассвет и улыбается в предвкушении битвы. Сиглис сообщает Кадзуки и Инумаки о разведчиках. Он говорит, что армия короля демонов скоро прибудет на поле боя. Он говорит, что маги нанесут по врагу магический удар, а затем они вступят в бой. Он говорит, что они должны пробиться к генералу врага и, если получится, убить его. Он говорит, что они должны сделать все возможное, чтобы принести хорошие новости королю. Они стоят за баррикадой и ждут армию короля демонов. Инумаки говорит Кадзуки, чтобы он не перенапрягался, но тот отвечает, что ей не стоит беспокоиться о нем, потому что с ним все будет в порядке. Кадзуки удивляется, почему она так волнуется, что ей приходится отвлекаться на Узада, и она удивляется, что он это заметил. Она говорит, что хотя и волнуется, но чувствует себя сильной. Кадзуки понимает, что она уже не та, что была в их старом мире, и говорит, что ее прежняя личность исчезла. Она рада, что Узада принимает ее такой, какая она сейчас, а Кадзуки об этом не знал. Он просит ее рассказать подробнее, но она говорит, что сейчас не время для таких разговоров. Она обещает рассказать ему больше, когда они будут в безопасности и когда Казуки поймет, что получит больше информации только если они переживут эту битву. Юмаки говорит, что они должны обязательно пережить эту битву, чтобы она могла рассказать ему эту историю. Вдруг они замечают что-то вдалеке. Они продолжают смотреть, но ничего не видят, но чувствуют приближение демонов. Внезапно появляется армия демонов, и Юмаки приказывает магам приготовиться к бою, потому что они нападут первыми. Она спрашивает, готов ли Казуки, и он отвечает, что у него нет выбора, кроме как быть готовым. Маги готовят свои посохи и атакуют демонов заклинаниями. Казуки рад, что их атаки наносят урон армии демонов, но когда все проясняется, они понимают, что армия была всего лишь иллюзией. Казуки спрашивает, где настоящая армия, когда Сигли замечает, что демоны приближаются с другой стороны, где нет баррикад. Казуки и Юмаки бросаются туда, чтобы остановить армию демонов. Роуз приказывает солдатам из ее отряда целителей отправиться на поле боя и привести раненых к ней. Она приказывает им вернуться живыми, и они спешат на поле боя. Роуз оставляет Оргу и Уруру в палатке под охраной. Она говорит им бежать, если что-то случится. Она говорит Усада, что они оба отправятся на поле боя через некоторое время, а пока будут лечить раненых в палатке. Она приказывает всем занять свои места, и Усада спрашивает, все ли в порядке с Юмаки и Казуки. Юру спрашивает, беспокоится ли он о своих друзьях, и говорит, что беспокоится. Она говорит ему, чтобы он тоже позаботился о себе, потому что скоро отправится на поле боя. Один из солдат Роуз возвращается с ранеными, и они шокированы тем, что солдаты уже ранены. Роуз говорит, что скоро будет еще больше раненых, потому что они на войне, и просит их заняться лечением солдат. Усата смотрит на солдата и видит, что у нее серьезные ранения. Он решает сразу же ее вылечить, пока солдаты приносят других раненых. Она говорит, что ее отбросила огромная змея, и Усата думает, что это та же змея, которую он видел в своем видении. Он решает сначала вылечить солдата. Тем временем на поле боя солдаты сражаются с гигантской змеей. Они не могут поверить, что у демонов есть такая огромная змея. Они пытаются защититься от змеи, но ничего не могут сделать. Демон-воин так разочарован в людях, что не видит смысла сражаться на поле боя, потому что они такие слабые. Солдат нападает на него сзади и пронзает мечом. Солдат счастлив.
Он убил демона, но сам ранен. Демон еще больше разочарован в людях, потому что они такие слабые. Солдат падает на землю, не понимая, как он так сильно ранен. Демон вытаскивает меч из его живота, и раны заживают. Солдат пытается отползти обратно в лагерь и рассказать солдатам о демоне-воине. Демон впечатлен его упорством, но решает покончить с ним. Внезапно он отвлекается на звук льющейся воды, а когда оборачивается, солдата уже нет. Солдата спасает один из воинов Розы, и ассасин задается вопросом, кто же этот солдат. Ассасин вспоминает, что Амила рассказывала ему о сильных воинах на стороне врага, и понимает, что она говорила именно о таких солдатах. Он рад, что враги так веселятся во время битвы. Вдруг позади него дважды сверкает молния, и он решает проверить, что происходит в той стороне. Еще один воин-целитель возвращает солдата к жизни, и палатка почти переполнена. Роза решает, что пора отправляться на поле боя, и спрашивает Ята, готов ли он. Ята отвечает, что готов, потому что она научила его быть ее правой рукой. Она рада, что ей не нужно беспокоиться о нем, а я-то удивлен, что она вообще волновалась. Она оставляет Ольгу и Уруру присматривать за палаткой, и они подбадривают ее, чтобы она вылечила раненых на поле боя. Они покидают палатку, и Роза приказывает стражнику позаботиться о целителях. Они бросаются в бой, и Роза говорит Усада, что слышала что-то от солдата. Она рассказывает ему о демоне-ассасине, который является черным рыцарем в черных доспехах, который победил солдата с помощью странной магии. Она предупреждает его быть осторожным, и Усада вспоминает черного рыцаря из своего видения. Он вдруг останавливается, и Роза спрашивает, что с ним, но он говорит, что все в порядке. Она решает дать ему еще один совет. Она понимает, что он не может отнять ничью жизнь, и он говорит ей, что его задача – спасать жизни. Она считает, что он идиот, раз говорит такое перед лицом смерти, и решает использовать свои особые техники, чтобы вылечить его от идиотизма. Она рассказывает ему, как победить врага, которого он должен уничтожить любой ценой. Узада поражен ее техникой и спрашивает, не придумала ли она ее специально для него. Он благодарит ее за бесплатный совет, и они решают разойтись в разные стороны. Пока Узада бежит по полю боя, он видит несколько тел на земле. Он оказывается в гуще сражения и видит демона, который собирается прикончить солдата. Он спасает солдата и быстро его исцеляет, но один из демонов нападает на него. Демон атакует, но Узада уворачивается и продолжает бежать, исцеляя солдата. Роза, в свою очередь, использует демонов как ступеньки, чтобы перелетать через поле боя и исцелять раненых солдат. Узада исцеляет солдат и просит их немного отдохнуть или покинуть поле боя, если они не могут продолжать. Инумаки зачищает большую часть передовой и приказывает командиру вывести раненых солдат с поля боя, пока она продвигается вперед. Кадзуки присоединяется к ней, и они решают продолжать расчищать путь к генералу. Кадзуки рассказывает ей о гигантской змее, и они решают убить ее, когда закончат с заданием. Инумаки приказывает солдатам следовать за ней, но внезапно к ней подходит черный рыцарь с несколькими демонами. Все удивлены появлением черного рыцаря. Инумаки понимает, что рыцарь сильнее любого демона, с которым они сталкивались, поэтому приказывает своим солдатам оставаться позади. Но солдаты не обращают на нее внимания и бросаются на рыцаря. Она просит их отступить, но они нападают на рыцаря с копьями. Они думают, что ранили рыцаря, и Кадзуки удивляется, почему рыцарь не сопротивляется. Инумаки понимает, что рыцарь не чувствует боли, и рыцарь нападает на солдат. Инумаки снова просит их отступить, но они внезапно получают ранение. Кадзуки собирается напасть на рыцаря, чтобы отомстить солдатам, но Инумаки бьет его, и его атака задевает плечо рыцаря. Кадзуки удивляется, почему она остановила его, и она говорит, что ему не стоит наносить прямой удар по рыцарю. Она понимает, что рыцарь использует магию отражения, и Кадзуки внезапно получает ранение в плечо. Инумаки удивляется, что отраженная магия прошла сквозь его доспехи. Она спрашивает, все ли с ним в порядке, и он говорит, что это просто царапина. Она рада, что смогла понять, что доспехи рыцаря отражают любую атаку обратно на нападающего. Рыцарь говорит ей, что никто раньше так быстро не понимал его способности. Он говорит ей не убегать от него, потому что она кажется очень сильной и умной. Усада бежит по полю боя, когда у него внезапно всплывают воспоминания о видении. Он пытается использовать свою исцеляющую магию, чтобы избавиться от них, но это не помогает. Демон собирается напасть на него, но он встает на ноги. Он продолжает бежать, но спотыкается и падает, и демон снова собирается напасть на него, но солдат, которого он только что исцелил, спасает его. Он спрашивает у солдата, где находятся герои, и тот говорит, что они на передовой. Юсата решает отправиться на передовую и надеется, что Казуки и Инумаки будут живы, когда он прибудет.
Солдаты сражаются с демонами на передовой, поэтому Инумаки и Казуки решают напасть ночью, пока остальные демоны отвлечены. Казуки спрашивает, что они могут сделать против рыцаря, ведь он отражает их атаки, но Инумаки рассказывает свой план. Казуки думает, что это слишком опасно, но она говорит, что Юсата вылечит их, если что-то пойдет не так. Рыцарь видит, что они готовы сразиться с ним, и нападает на них. Они бросаются к нему, уворачиваясь от его атак, и Инумаки использует свою магию, которая ударяет по земле и ослепляет рыцаря. Они бросаются в пыль и атакуют рыцаря, но он отражает их атаки. Инумаки надеялась, что рыцарь не сможет отражать атаки, которые он не видит, но она ошиблась. Внезапно она замечает, что атака в спину рыцаря не была отражена, и решает попробовать еще раз. Рыцарь атакует их щупальцами, но они уворачиваются. Инумаки использует свой навык молнии, чтобы увеличить скорость, и оказывается позади рыцаря. Казуки понимает ее план и решает ослепить рыцаря. Рыцарю наскучила их тактика, но Инумаки внезапно нападает на него сзади, и рыцарь получает ранение. Инумаки понимает, что рыцарь не может отражать атаки, которые он не видит. Она говорит Казуки атаковать рыцаря, ведь тот не сможет отразить атаку, но как только Казуки нападает, срабатывает его навык отражения. Инумаки удивлена, что рыцарь смог обмануть их и заставить напасть на него. Рыцарь ранит Казуки, а его навык отражения ранит Инумаки. Он говорит Инумаки, что обманул ее, заставив поверить, что он не может отражать атаки, которые не может почувствовать, намеренно не отражая атаку в спину. Он говорит ей, что никто никогда не ранил его и никто никогда не ранит. Усада продолжает бежать на передовую, но уже слишком поздно.